Друзья, давайте тогда начнем наше занятие. Собственно, оно будет состоять из двух частей. Мы немножко закончим тему процедурного текстуринга, рассмотрев texture bombing. А дальше начнем новую тему, уже начнем разговаривать про рендер. То есть наша задача сегодня разобраться с тем, что такое BSDF, и, соответственно, обсудим просто вообще в принципе, как работает рендер рейтрейсовый. И дальше интуитивная подводка к тому, что такое BSDF, как им в конечном счете можно пользоваться, то есть как это реализовано в Houdini в шейдинге. Первая тема у нас это texture bombing. Значит, для чего он вообще нужен? Мы с вами рассмотрели уже различные механизмы, каким образом можно с помощью тайловых текстур набивать какие-то фактуры, да, интересные. Все эти механизмы, они, как правило, собственно, заключались в том, что мы просто текстуру берем и начинаем дублировать в пространстве неким образом, да, и в этом способе, то есть он простой, делается это все довольно просто, то есть либо за счет того, что у нас UV-шки повторяются, да, либо считаем fraction от позиции, да, и она у нас как бы сбрасывается. У них есть недостаток, что мы эту тайловость начинаем видеть, то есть мы начинаем видеть, что текстура у нас повторяется. Что мы умеем делать с вами сейчас? Я буду собирать все в SOP-контексте. Так, то есть мы с вами как минимум умеем просто, да, подгружать какую-то текстуру. Причем, значит, мы можем, помним, да, что мы не обязательно можем использовать UV-шки, то есть мы можем использовать, в общем-то, IP. И здесь единственное, что нам важно, это с помощью Swizzle Vector, значит, во вторую компоненту здесь подать Z, да, ну а третья, на самом деле, лучше всего ее обнулить, конечно, чтобы у нас в UV приходило то, что нам нужно. И дальше тогда мы можем вот это подать на UV, и так, и я здесь промахнулся, цвет подать в цвет. Если мы сейчас отключим вот здесь вот этот wrap, переключим в декаль, да, то у нас, собственно, мы текстуру с вами увидим один раз, да, поскольку она как бы будет вычисляться только для значений позиции в пределах от 0 до единицы. Ну, это понятно, да, потому что у нас текстура вычисляется всегда в квадрате UV-координат от 0 до единицы. Значит, мы с вами умеем, уже примерно себе представляем, каким образом, например, можно заставить, оставив вот здесь декаль, да, заставить эту текстуру размножиться. То же, что мы всегда делали, когда нам нужно было сделать из какой-то произвольной функции сделать периодическую. Мы берем и зацикливаем аргумент функции, да, то есть навешиваем на него либо fraction, ну, в общем, нужно, чтобы у нас аргумент нарастал, потом сбрасывался, да. Это можно делать, вычисляя, допустим, самый простой способ, вычислять просто дробную часть, допустим, координат. То есть, например, мы можем вычислить floor по позиции, то есть округлить позицию до целого, да, и дальше, если мы вычтем с вами эти округленные значения из самой позиции, то у нас позиция, ну, если ее провизуализировать в виде цвета, видно, да, что вот она там нарастает по координатам, потом сбрасывается, нарастает, сбрасывается. Соответственно, у нас наша текстура там зациклилась. Дальше, что мы можем еще здесь сделать? Ну, можем попробовать. Вот эта тайловость, она всегда вызывает некие проблемы, потому что она просто видна. Здесь приходится либо несколько слоев делать этой текстуры и мешать их через некий noise, ну, в общем, как-то изгаляться. Хочется, грубо говоря, в этот рисунок добавить, ну, какого-то там разнообразия. Ну, и здесь у нас при таком подходе вариантов немного. Мы тут можем попробовать уменьшить размер этой текстуры, попробовать, например, ее подвигать. Вычислим какие-нибудь здесь рандомы от вот этого округленного значения и попробуем их прибавить. То есть теоретически мы можем ожидать, да, что у нас отдельные сейчас текстурки подвинутся как-то, то есть они начинают все смещаться, но очевидно, что режется. В общем, здесь на самом деле, ну, ничего хорошего мы сделать не сможем. И в целом вот этот способ, он вот ограничен, ну, примерно вот такой картиной, которую мы можем усложнять, только миксуя несколько слоев, что, в общем, тоже не очень хорошее решение. В связи с этим возникает желание какой-то найти альтернативный вариант, каким образом мы можем набивать из какой-то, допустим, текстуры, причем, может быть, даже не обязательно тайленной, да, какую-то сложную фактуру. И вот один из таких методов – это texture bombing.
заключается, значит, он в том, что, ну, как бы, как из определений, то есть бомбим текстурами поверхность, то есть укладываем большое количество вот отдельных этих текстурок с каким-то наложением, каждый раз положение этой декали, оно определяется неким случайным образом. Механизмы реализации на самом деле разные. Мы сейчас рассмотрим от простого к сложному, то есть простые они просто для понимания вообще, как этот процесс работает, но они не очень эффективны с точки зрения вычисления. А более сложные механизмы, они уже более эффективны, но они более сложные, поэтому не сразу я их расскажу. Значит, логика здесь примерно следующая. Мы выяснили, что вот эта штука нам в целом особо пользы никакой не делает, поэтому, я думаю, мы это пока выключим. Вот смотрите, есть у нас первая текстура. То есть нам, собственно, нужно две задачи сделать. Первая – научиться эту текстуру ставить на поверхности в какое-то произвольное место. Да? А второе – научиться делать это итерационно много-много раз, накладывая каждый раз один слой на предыдущий. Таким образом, мы можем ожидать, что у нас вот нужный нам результат получится. Значит, ну, давайте вначале разберемся, каким образом мы можем смещать нашу текстурку. Очевидно, что мы это можем делать, просто добавляя некое случайное значение к вот этой позиции. Да? То есть мы можем, например, завести здесь просто некий пока seed, да, от которого будет вычисляться случайное значение. Я думаю, что имеет смысл его на всякий случай обнулить в третьей координате. Обнуляем, прибавляем. Дальше, ну, тут можно амплитуду какую-то задать, например, 10. Да. И желательно, чтобы у нас смещение было не в положительной полуплоскости. Еще не забываем сделать здесь subtract constant, чтобы у нас рандомные значения, они были в диапазоне от минус 0,5 до 0,5. Ну, то есть вот положение текстуры каким-то образом менять. Какой-то он не очень рандомный получается. Нет, он рандомный, да? просто у тебя здесь float начал выводиться опять. Все, да. Ну вот, условно говоря, да, мы научились текстуру плюхать куда-то в разные места. То есть теперь, если мы это сможем, допустим, делать не один раз, а сделаем как бы много слоев, да, и каждый раз для каждого слоя этот сид будет разный, будем накладывать, ну, через условно там альфу этой текстуры, то, в общем, можно ожидать, что получится какой-то примерно нужный нам результат. Значит, для того, чтобы вот это научиться делать, нам нужно с вами разобраться, каким образом циклы организуются в VexBuilder. Собственно, для этих целей есть... Да, добро пожаловать в ад. Вот. Значит, в VexBuilder, к сожалению, это организуется все не слишком удобно, и я думаю, что, в принципе, мы можем попробовать пересобрать потом и кодом. Будет, скорее всего, все это выглядеть проще. После того, как Слава мастер-класс прочитает. Да. Как примерно этой штукой пользоваться, надо понимать, потому что далеко не всегда мы можем наш нетворк, ну, далеко не всегда удобно действительно писать кодом, потому что, допустим, если вы используете найзы, какие-то там сложные функции, зачастую там удобнее из блочков все-таки собирать, поэтому понятно, что текстом все это компактнее и как бы нагляднее, вот, но тем не менее придется вот немножко и здесь попробовать с этим поработать. Значит, цикл for нам, то есть идея какая, да, нам вот эту всю историю нужно завернуть в цикл for, и каждый раз результат вычисленной текстуры прибавлять, ну, как бы можно прибавлять, а можно овером, как бы через альфу накладывать на предыдущий цвет, который был получен как бы на предыдущей итерации. Да? Значит, как эта штука работает? Здесь, собственно, на входе у нас длина, да, то есть вот это length, вход, это количество итераций. Дальше индекс, я так понимаю, что, в принципе, сюда не обязательно что-то подавать, то есть здесь на выходе у нас вот здесь номер итерации всегда будет. И кроме этого мы можем передавать на вход какие-то переменные, с которыми, значит, что-то делать. И если нам нужен фидбэк, то есть если нам нужно как бы результат на предыдущей итерации по этой переменной получить на следующей, то, собственно, мы должны просто законнекчивать вот эту переменную на выход. Ну, в общем, сейчас увидим, как это происходит. Допустим, мы хотим сделать там цикл из 5 повторов, да, то есть 5 слоев этой текстуры. Значит, сюда набиваем пятерочку. Да. Значит, дальше мы будем, по сути, аккумулировать некий цвет. То есть для каждой точки
у нас цвет будет определяться не значением вычисленным, вот, однократным вычисленным вот этой текстурой, а значением, вычисленным на каждом из слоев. Поэтому заводится некая переменная, ну то есть тут константа, в котором мы будем аккумулировать цвет. И просто ее подаем вот сюда, var in. Так, только я промахнулся здесь, случайно, видимо, сделал. Просто нам нужен color. Что мы делаем дальше? Дальше нам нужно на каждой итерации вычислять значение вот этой текстуры. Отличаться оно будет только тем, что вот этот рандом у нас, вот этот сид у нас на каждой итерации будет разный. В этом смысле мы можем в качестве сида использовать, например, номер итерации просто. Это нужно для того, чтобы у нас на каждой итерации текстура расположилась в каком-то своем месте. Поэтому мы берем и вот этот индекс out, где у нас номер итерации, подаем вот сюда в random. Значит, дальше вычислили текстуру, да, ну то есть p, понятно, что, наверное, нет. Ну то есть мы можем забирать просто снаружи, не обязательно передавать его здесь через вход. Вычислили текстуру, и дальше, по идее, эту вычисленную текстуру, значит, смотрите, тут, опять же, поскольку мы цвет аккумулируем, да, неправильно будет просто подать вот это, ну, куда-то там на выход. Мы должны сложить его вот с этой исходной переменной, которая у нас как бы будет этот цвет аккумулировать. То есть мы берем и складываем. Значит, и подаем здесь на выход. По идее, значит, ну вот здесь мы подключили на выход вот эту переменную, и видите, она называется у нас точно так же, как вот здесь входная. То есть у нас есть здесь var1 in и var1 out. И, собственно, вот здесь такая возникает условная пунктирная связь, которая как бы намекает нам на то, что типа вычисленный результат на какой-то текущей итерации, да, он здесь попадет вот сюда, на этот вход. То есть таким образом у нас наш цвет будет аккумулироваться. И, собственно, вот этот выход уже аккумулированный мы подаем в цвет. И вот смотрите, что у нас получается. Если мы сейчас теперь увеличим количество итераций, например, 25. Вот что у нас произошло. То есть у нас много слоев получилось. Значит, но сейчас они накладываются просто аддитивно. Мы можем эту историю чуть усложнить, накладывая их не аддитивно, а, допустим, через альфу. Для этого, я думаю, нам надо вот здесь тогда, ну, то есть нам нужно тогда делать уже микс, да, с вами, и миксовать вот эту переменную с нашим. И здесь, значит, я не знаю, там у этого мандрила, ну какая-то альфа, наверное, будет, по идее. То есть мы вот здесь переключаемся на RGBA. Вектор 4 делаем вектор. Соответственно, цвет подаем сюда, а вот альфу подаем вот так. Так. И здесь, скорее всего, что-нибудь надо будет поправить. Дефолтное значение альфы да, вот здесь. Вот border. Вот это вот на 0 надо поставить. Вот это? Вот border color. Вот тут 0, да? Угу. Да. Это то, что за границей текстуры. Да. Угу. Какое значение имеет? Да. Так. Ну вот. То есть тут вот этот цвет, то, что за границей текстуры лежит 0,00, ну то есть чтобы вот этот цвет был черным. Когда мы запрашиваем что-то мимо текстуры. И с альфой то же самое. Угу. Так. Вот посмотрите, какой получился результат. То есть в целом это простейший пример, ну, такого примитивного, очень неэффективного с точки зрения вычислений текстчер-бомбинга. Но идея такая. То есть дальше мы можем, например, эти отдельные текстуры еще что-то с ними на каждой итерации делать. Да? Например, мы можем поскейлить их. От итерации мы можем вычислять тоже какой-нибудь рандом от номера итерации и домножать на это рандомное число позицию, которую мы передаем в текстуру. Да, у нас появится какой-то скейл случайный. Давайте посмотрим. Нужно пофитить его как-то слегка. Да? 0,75, 25.
Я думаю, что вот здесь надо. Действительно, домножить потом. Ну да, чтобы у нас разброс не зависел от scale, правильно. А вот это убери. Так. И вот сейчас фит выключу просто. Он скейлит относительно угла. Да, не относительно. Ну, относительно угла, да, понятно. Ну, в принципе, это просто надо добавить какую-то константу перед скейлом, и после будет скейлить относительно центра. Сейчас-то скейл есть? Я что-то не вижу. Такое ощущение, что когда я фит включаю, что он вообще исчезает. Нет, дело в том, что у тебя сейчас вот тут, с рандомами на самом деле надо аккуратно. Дело в том, что вот этот рандом и этот рандом работают от одного и того же числа, и между ними возникает корреляция. Все, что сдвинуто в одну сторону, будет поскейлено одинаково. Да. Поэтому лучше здесь добавить какую-нибудь... Да, декорреляцию сделать. Ну, там умножить на какое-нибудь число или добавить что-нибудь. Вот, я понял, я промахнулся здесь с выходом просто. Вместо индекса подаю. Вот, все нормально. Все нормально. Ну, короче, то есть такие вещи можно делать. То есть теоретически мы, если бы мы, в принципе, умели сейчас матрицами, да, обращаться, мы бы могли там еще и поворот сделать. Может быть, и сделаем, кстати. В любом случае, принцип примерно вот такой. Значит, в чем неэффективность этого метода? Каждый раз, когда мы делаем микс, мы берем всю площадь, не маленькую площадь текстуры, а мы миксим весь этот грид с маленькой картинкой. Я бы сказал так. Ну, в целом верно, да. То есть смысл в том, что если у нас площадь маленькая, да, и она покрывается небольшим количеством текстурок, нам нужно небольшое количество итераций, да. Если у нас площадь большая, то тогда нам нужно текстур больше, и чтобы таким способом накрыть как бы большим количеством текстур, нужно делать много слоев, да, и это много итераций, это очень дорого. Грубо говоря, если у нас поверхность какая-то огромная, нам нужно там огромное количество итераций сделать, чтобы ее забомбить равномерно такой фактурой. Вот собственно, вычисляя даже пиксели вот в этом месте, мы все равно 25 раз пробегаем по текстуре, ну, хотя да. мы знаем, там что ничего нет. Да. Вот. То есть явно как бы не все текстуры участвуют, допустим, в цветообразовании какой-то конкретной точки, да, видно, что не все. Тем не менее, количество итераций у нас равно ровно количеству слоев. Это неэффективно. Значит, поэтому этот способ не используется. Мы его разобрали просто, чтобы как бы примерно понять общую идею, то есть что происходит, и разобраться с тем, как работает for loop. Реально используется для создания текстчер-бомбинга несколько другой алгоритм. Сейчас попробуем его нарисовать. Скажем так, все пространство наше, да, поверхности делится на какое-то количество клеток. Мы начинаем, скажем так, текстуру строить относительно какой-то клетки вот этого квадрата. Для каждой клеточки мы берем и как-то ее... Так, сейчас... Тут уже... Можно чуть перебью? На самом деле, основная идея, ну, то есть, как бы, когда придумывали этот алгоритм, была в том, что неэффективность предыдущего алгоритма заключалась в том, что мы текстуру могли сместить очень далеко, и в результате с большой вероятностью не попасть в нее пикселем. Поэтому основная идея заключалась в том, чтобы сами текстуры были распределены более регулярно, при этом каждая из них смещалась на небольшое значение. И мы тогда можем опрашивать не все варианты текстур, которые у нас есть на нашей модели, а только близлежащие, которых небольшое количество. Ну, то есть, грубо говоря, тут, наверное, если так логику отследить, как это организуется, можно сказать следующим образом, что для начала мы генерим, то есть у нас есть вот эти квадраты, клетки, да, и мы генерим вот так текстуру внутри каждого квадрата. Вот. В принципе, мы получим, ну, примерно результат такой, как у нас был изначально, вот то, что мы рассматривали вариант, самый простейший тайлинга. А дальше мы начинаем эту текстуру, каждую из этих картинок смещать относительно нулевой точки, да, относительно как бы системы координат, совмещенной вот с каждым конкретным квадратом. И, как сказал Миша, каждая текстура, она смещается, скажем так, она может смещаться случайным образом в пределах
ну, вот этой клетки и вылезать, допустим, мы можем договориться, что она будет вылезать, ну, на какие-то соседние. Да? То есть, допустим, вот так она как-то может в пределах текущей клетки и нескольких соседних она может выезжать. Значит, это ограничение, оно нам сразу алгоритм сделает эффективным, потому что мы можем однозначно тогда утверждать, что вклад в цвет точки, которая находится в этом квадрате, он определяется не всеми текстурами, которые у нас на гриде есть, да, а только теми, которые сгенерированы в этой клетке, в соседних 8 клетках. Потому что текстура не может быть сдвинута сильнее, и поэтому если текстура изначально была вот здесь, она не может попасть вот сюда. То есть она максимум может вот выехать куда-то вот в соседнюю клетку. Дальше нам надо сейчас просто разобраться, каким образом вычислить текстуру в пределах каждой клетки. Сейчас будем определять только цвет, который определяется текстурой из текущей клетки. То есть если у нас еще есть какая-то вторая, то есть, допустим, у нас текстурка в другой клетке, да, она вот сместилась и залезла вот сюда. То есть явно, что цвет в этой точке он будет определяться уже двумя текстурами, да, но пока мы как бы это не учитываем, а рассматриваем только вот эту. Сейчас наша задача это эту текстуру просто получить на поверхности в нужной нам клетке с нужным нам смещением. Вот в этой точке мы хотим получить цвет, собственно, с текстуры. Мы запрашиваем значение текстуры по UV, да, то есть по сути нам нужно в ноду texture передать координаты вот этого вектора. Понимаете, да, чтобы нам получить правильный цвет этой текстуры вот в этой точке именно на поверхности, значит, мы должны вот такие координаты вот такого вектора передать. Вот это понятно, да? Собственно, потому что текстура вычисляется вот в диапазоне от 0 до единицы. Значит, и, собственно, нам нужно теперь понять, каким образом мы можем этот вектор с вами получить. А получить его можно следующим образом. У нас есть где-то какая-то наша мировая система координат, да, ну давайте, пускай она находится. Значит, не совсем мировая система координат, скорее это в нашем случае будет больше UV-пространство наше уже. Потому что, как правило, вот этот бомбинг происходит в UV-пространстве. То есть мы будем это в Object Space делать. Да, но сейчас мы будем делать в Object Space, но в практическом применении это скорее именно уже двухмерное пространство, значит, не трехмерное. В любом случае, это 0 координат нашего Object Space, и тогда мы можем здесь две точки обозначить. Это вот эта точка. Вот такой вектор мы можем построить и вот такой вектор. Значит, что такое вот этот вектор? Это просто P. То есть это просто позиция нашей точки в Object Space. Да, то есть точки, в которой мы хотим получить цвет. А вот этот вектор, его обозначить можем, я не знаю, сейчас как-нибудь как P0 некое. Это вектор, который образуется в результате того, что мы вот эту точку, соответствующую нулю как бы нашей клетки, да, ну то есть смещаем на некое случайное. Вот эта точка соответствует началу как бы нашей клетки, да, мы ее в принципе тоже можем обозначить каким-то вектором. Значит, дальше, чтобы у нас текстура сместилась относительно клетки, да, куда-то случайным образом, мы будем вычислять некий P-offset. Это просто некий вектор смещения, который будет рандомом задаваться. Будем попадать сюда и дальше уже относительно него строить P. В общем, смысл в чем, что у нас все эти вектора P, PCL и POffset — это некие исходные вектора, которые нам известны. Вот, потому что P известно. Вот эти вектора, они производные уже. Да, они как производные. У нас изначально известно только P. Да. Из P мы можем получить PCL, просто округлив. Ну, то есть сделали флор, у нас появилась вот эта точка, которая будет одинаковая для любого P, который вот в пределах этого квадрата лежит. Потом мы к нему, относительно него сгенерировали случайный вектор и добавили к этому значению. И опять же, во всей этой клетке мы будем знать, ну, то есть если мы их сложим, эти вектора, мы будем знать вот эту точку уже в мировом пространстве нашем. Значит, исходя из этой картинки, мы можем просто вычислить, как нам посчитать вот этот вектор P-sample. То есть вот этот вектор определяется как разность вот этих векторов P и P0. Да? Это мы просто по правилу сложения вычитания векторов можем определить. Да? Потому что у нас видно, что у нас P0 плюс P-sample это равно P.
Да? Ну а дальше P0 мы тоже можем с вами рассчитать. Это у нас P-cell, да? То есть координата вот начала ячейки, плюс вот этот P-offset. Так, собственно, вот эту конструкцию поставляем сюда, получаем, что... Так, собственно, вот формула, ну а PSL вычисляется, как правильно Миша заметил, просто как floor от P. Вот это понятно? Ну, то есть довольно такой, понятно, что немножко запутанная история. В общем, ну, тем не менее, я вот насколько возможно расписал. Мне кажется, векторная часть более-менее ясна, но вот с координатами может было бы чуть более подробно. А с координатами именно что именно? Ну, то, что на самом деле это в UV-координатах происходит. Ну, не обязательно. Да не обязательно, но просто, как правило, это происходит в UV-координатах, в двухмерных. Но, в принципе, это может быть как начало UV-координат, так может быть началом это и Object Space. Здесь большого значения не имеет. Хорошо. Важно, чтобы именно понимали, что откуда происходит. То есть нам нужно найти в итоге координаты этой точки вот в этом базисе, ну, грубо говоря. То есть вот этот вектор. Но чтобы его найти, нам нужно сначала найти из этой точки вот эту точку, вот этот вектор. На базе вот этой точки мы генерируем вектор по offset, складывая их друг с другом, находим вот этот вектор, и просто вычитая из этого вот этот, получаем вот этот искомый вектор. Вот если у нас сэмпл попадет... В микрофон говори. Если сэмпл у нас попадет вот сюда, то мы, получается, возьмем другой p-offset вектор или как? Пока да. Смотрите, есть... фишка в том, что эта формула, она нам позволит получить картинки, вот, кусочки наших текстур во всех клетках. Потому что, грубо говоря, если у нас p-sample окажется, допустим, вот в этом квадрате, да, вот наш p-sample, то эта формула, она сработает. Просто для вот такого P нашего, да, у нас P-cell уже даст вот эту точку, как вы понимаете, да, а не вот эту. И мы автоматом, как бы, значит, P-offset будет какой-то, ну, здесь уже он рандомом считается от P-cell, будет какой-то другой. То есть вот эта формула, она универсальная, она нам позволяет получить в каждой клетке рандомно смещенную текстуру. Вот. Единственное, чего мы сейчас не получим, это не получим наложение, потому что как бы внутри клетки мы учитываем сейчас пока вклад только одной текстуры, которая к этой клетке относится. Вот. Но, по крайней мере, это уже приблизительно будет похоже на то, что нам нужно. Давайте просто сейчас попробуем эту штуку собрать, руководствуясь тем, что мы нарисовали. Что нам с вами нужно изначально? Нам нужно рассчитать P-cell наш, да, первое. Давайте это сделаем. Мы просто, ну, собственно, с визлом снова формируем, как обычно, 2D-шную вот эту нашу историю. И считаем floor. Можем подать, просто посмотреть, что получилось. Ну, получилось. Я думаю, что можно немножко... Да, собственно, получилось, что и должно было, просто квадраты разного цвета, потому что в пределах квадрата координаты... Лучше рандом от флора возьми, чтобы видно было квадрат лучше. Одинаковые. Так, рандом. Потому что здесь все, что дальше зеленого, оно такое же, то есть квадраты меньше, чем то, что мы видим. То есть некие фиксированные координаты в пределах клетки, в каждой произвольной точке в пределах клетки P-cell нам возвращает координату вот этой точки. То есть координату левой нижней точки ячейки. Вот, собственно, это сделали. Значит, дальше. Нам нужно с вами сформировать вот этот офсет. Давай подпишем ноду прямо, что вот этот P-cell, там это у нас возвращается. Вот, что вот здесь вот результат вот этого флора, это наш P-cell. Чтобы вы могли связать формулы с... Ну да. Значит, дальше нам нужно посчитать рандом. Вот этот рандомный офсет. Собственно, тут всегда вопрос, конечно, вот этот кламп. Нужно его делать, не нужно его делать? В данном случае без разницы. Без разницы? Потому что ты флор сделал, у тебя и так целочисленные значения приходят. Так, хорошо. Ладно, обнулим третью компоненту. То есть здесь, условно говоря, мы получили
случайный вектор смещения, фиксированный в пределах клетки. Я думаю, что мы можем его даже сейчас куда-нибудь подать в n, может быть. Ну, собственно, Ну, только единственное, я только не ту оси- компоненту обнулил, судя по всему. Нет, ты ту А. обнулил, но Ну да. во viewport они В viewport другие. неправильно, да. Сделай здесь свизл и поменяй Y и Z. Так тут уже она обнулена, Да, уже да, свизл нет, поздно делать. Нет, здесь. Почему? свизл. Потому что нас интересует Y. Вот здесь вот 1, а здесь 2. Так. Да, а здесь 1. 1. О. Вот. Ну вот. Да, ну и, кстати, заодно сейчас мы сразу видим, что у нас, опять же, все смещения в одну сторону, поэтому можно subtract constant сделать на 0,5. То есть вот у нас в пределах клетки видно случайный вектор смещения какой-то есть. Давай дальше мы подпишем, Мгм. что P offset у нас. Да, дальше нам нужно прибавить к PSL вот этот случайный вектор смещения. Подпиши вот здесь, что P offset у нас выходит вот отсюда. Значит, мы к PSL прибавляем этот вектор смещения. Да. И что дальше нужно сделать? Нужно из P просто вычесть эту сумму исходную. Да. Делаем subtract. Читаем. И вот теперь по полученному результату запрашиваем просто нашу текстуру. Так. Ну вот, хорошо же получилось. Отлично. Так, давайте смотреть, что получилось. Только тайлинг на текстуре надо выключить. Что? Да, кстати, тайлинг надо выключить. Я думаю, что мы сейчас еще сделаем, может быть, чуть-чуть просто гридса. Не смущал, поменьше. Крупнее, чтобы было. Ну, то есть, вот что происходит. Мы сейчас, если вот здесь в рандоме добавим мультипликатор еще. Здесь важно смотреть, насколько мы насколько мы смещаем. То есть у нас рандом генерирует значение от 0 до единицы. Когда мы вычитаем из него 0,5, у нас это значение, то есть вы должны диапазон этот в уме представлять. То есть было от 0 до единицы, мы от каждого этого значения вычли 0,5, стало от минус 0,5 до плюс 0,5. Если нам нужно, чтобы он генерировался от минус единицы до единицы, нам нужно просто умножить на 2 этот результат. Ну, ясно. Ну, в общем, вот, собственно, когда у нас мультипликатор для рандома 0, они просто все встают ровно, да, потому что вот этого вектора офсета нету, и просто у нас текстура занимает весь квадрат, поскольку у нас квадраты, у них как раз размер единица в юнитах. Если мы офсет рандом увеличиваем, у нас каждая текстурка начинает сползать куда-то в сторону, но, естественно, она здесь режется, потому что в каждой соседней клетке как бы соседние текстуры не учитываются, а учитываются только текстуры, которые вот Это вот к ней то, о относятся. чем Игорь говорил, он другой. Он спрашивал как раз. Да. Собственно, последнее, что нам нужно сделать, это каким-то образом учесть. То есть, как видите, в данном случае, поскольку мы знаем, что офсет ограничен, да, неким расстоянием, да, и, допустим, мы знаем, что могут заехать на текущую клетку только текстуры из соседних клеток, нам не нужно перебирать все текстуры, проверять, дают они тут вклад или нет. Мы можем перебрать просто соседние клетки. Если мы рассмотрим вот эту точку, мы видим, что в ее цвет дают вклад текстура, как относящиеся к текущей ячейке, так и допустим, вот к соседней, которая находится справа. Соответственно, здесь нам ничего не остается, как просто для вычисления цвета этой точки проверять, вычислять как бы текстуры не только для текущей ячейки, но и для какой-то другой. Значит, поэтому нам понадобится цикл. Значит, и в этом цикле, собственно, нам нужно будет в каждой из итераций каким-то образом менять, скажем так, ячейку, которую мы проверяем. То есть, по сути, нужно менять вот этот PSL. То есть, по сути, у нас получается новый PSL.
Cell. Значит, относительно этого PSL у нас здесь какой-то рассчитается рандом, который нас поставит вот сюда, да, вот это P-offset. И относительно этого офсета уже наша непосредственно P-sample. Ну, то есть, короче, чтобы нам вот в этой точке вычислить правильный цвет вот этой текстуры, видите, да, нам нужно, по сути, повторить вот эту всю манипуляцию, но PSL у нас должно быть другое. Оно должно, на самом деле, и это PSL, оно отличается, ну, то есть у него есть какие-то координаты у исходного, то есть я думаю, что PSL 2 здесь написать. Есть какие-то координаты, например, не знаю, n и m, да? То есть, ну, потому что это целые числа, грубо говоря. Здесь там может быть там 1, 1. А вот координата вот этой точки это просто то же самое, что здесь, только будет там n плюс 1. Вот. То есть, грубо говоря, в этой формуле, для того, чтобы нам вычислить цвет вот этой текстуры, нам нужно просто в этой формуле заменить вот это значение на новое, которое будет отличаться прибавлением векторов такого, ну, то есть таких смещений. Там, допустим, 1, 0. Если мы хотим как бы проверить вот эту ячейку, там, например, 0, 1. Если мы хотим проверить вот эту ячейку, минус 1, 0 и так далее. Я думаю, что, я не знаю, как это еще понятнее проиллюстрировать. Довольно запутанно все равно получается, да? Да, тут сложность на самом деле будет в том, что больше связана именно с визуальным отображением вложенных циклов в ОПе, да. Потому что нам потребуется для этого 2 цикла, вложенных друг в друга. То есть сначала мы будем проходить рядами, а потом колонками. Ну, допустим, сначала мы будем опрашивать вот эти ячейки, ну и смотреть, есть ли вклад какой-то, ну, то есть заехала ли текстура из этой ячейки сюда, из этой и из этой. И для этого нам нужно вот в этих, ну, в комбинации векторов, которые мы будем подсовывать туда, проитерировать только компоненту x от минус единицы, то есть, до единицы. То есть для значений минус 1, 0 и 1. А потом нужно будет для всего этого цикла, который пробегает по вот этому ряду, повторить для ряда выше и для ряда еще выше. То есть будет цикл, вложенный в цикл. То есть 3 раза так и 3 раза как бы уже рядами, получается итого 9 клеточек. Но именно визуально в виде нот, конечно, там будет сейчас жестко. Адок. Адок, да. Двойной. Это как раз может быть стимулом для вас, чтобы посмотреть, научиться писать векс вручную, потому что в виде кода это сильно чище, там буквально 2 строчки. И сильно понятнее визуально, что происходит. Да. Значит, ну можно, во-первых, просто посмотреть, я не знаю, наверное, это, правда, не очень будет наглядно, что происходит, когда мы вот, например, начинаем к PSL прибавлять какие-то вектора смещения здесь, да? Ну, то есть мы, грубо говоря, начинаем, вот когда делаем вот такую историю, мы начинаем видеть хвостики текстур из соседних клеток, который дает вклад в текущую клетку. Не знаю, но это не очень очевидно здесь. Но вот, это менее... хвост от вот в этой клетке было видно хвост от вот этой текстуры, которая на нее наехала. Ну, сейчас можно вообще без цикла, например, просто сделать вот так, посмотреть, что будет. Вообще они складываются в какую-то общую картину, например, или нет. Да. Не, ну Адам, понятно, что это не очень работает. Ну, короче, видите, да? Вот то есть кусочки текстур, вот они появляются. То есть в текущей клетке мы запросили соседнюю, и вот она у нас появилась. Соответственно, если мы так продублируем и здесь запросим там в сторону плюс единицы, да, у нас как бы по идее должна картина более-менее правильно уже, видите, ну то есть там с другой стороны появляется недостающий фрагмент. В общем, то есть в целом это работает. И наша задача сейчас просто, ну, этот процесс автоматизировать, да, чтобы нам не надо было эту ветку дублировать, да, вручную инкрементируя, а просто перебирать в цикле и на каждой итерации цикла задавать значение вот этого вектора смещения, исходя из номера итерации. Собственно, что нам нужно? Цикл, да, снова for. Значит, длина у нас
Мы сейчас, наверное, будем говорить о том, что у нас текстуры залезают только на соседние клетки. Это означает, что нам нужно рассмотреть, пройти через, ну, то есть, как бы, допустим, по горизонтали, если двигаемся, 3 клетки. Текущая, левая, правая. Да? Соответственно, длина цикла у нас будет 3. Я вот не знаю, мы тут можем с отрицательного значения начать, да? То есть сюда можем подать в индекс. Минус Это 1. начальное значение, Минус да, 1, индекса. То есть мы можем, по идее, да, сюда подать Минус. минус 1, да. И у нас, соответственно, на 3 итерациях цикла значение вот здесь в индекс out будет минус 1, 0 и 1. Ну, теоретически мы можем просто смещение сформировать, да. Допустим, это будет смещение по x оси, да. Тогда нам нужно вот так сделать. И вот этот офсет добавить сюда. Так. Надо так же, как мы делали до этого, добавить Да, цвет. цвет, в котором мы будем аккумулировать значения. Так. И, ну, пока сейчас для простоты давайте просто, может, прибавлять. Потом, Это если что. уже было прибавление. Или сразу сделаем. Я было уже прибавление. Ну, можно для простоты прибавлять. Так. Так. И вот эту историю мы подаем на выход уже. Сейчас проверим, что тут происходит. Так, 0, соседняя, текущая клетка, правая. Ну вот, видите, вроде работает. Значит, но, как видите, этого недостаточно. То есть мы сейчас прошли, условно говоря, вдоль оси X, да, и поправили недостающие хвосты. А нам теперь надо то же самое сделать еще и вдоль оси Z. И это нам грозит еще одним циклом внешним для вот этой истории. Сейчас попробуем его собрать тоже. То есть и в этом цикле у нас номер индекса будет уже записываться, ну, вот сюда, во вторую координату. Так. Сейчас будет адок уже настоящий, да. Так. Значит, все то же самое. Так, я опять какой-то не тот сделал. For loop. Значит, все то же самое. То есть длина у нас 3. Индекс стартует от минус единицы. И здесь... И цвет также подается. Да, цвет сюда. Сейчас его надо передать вот так. Вот, и здесь, значит, вопрос, мы будем передавать этот индекс внутрь или какой-то вектор смещения, сложим их просто? Ты просто вот здесь сюда его передаешь, вот то значение, индекс out в... Прям напрямую можно, да? Да, вот сюда. А не надо его вот пропустить? Не надо. Так. И туда, наружу. Где? Вот это туда. И вот теперь отсюда. Вот. Сюда. Так. Вот такая понятная конструкция. Вот. Когда мы складываем, мы еще пропускаем один момент, который может быть критичным. Когда мы будем накладывать друг на друга, то есть, скорее всего, нам нужно именно накладывать. Скорее всего, вот так, как сейчас сделано, проблем не будет, но нужно, чтобы вы понимали, что будет важен порядок, в котором они будут накладываться друг на друга. То есть всегда будет последняя клетка, клетка с индексом 1,1 накладываться поверх всех остальных клеток. Да. Может, сделаем все-таки микс-то? Ну, давай сделаем. Так. 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 Здесь 0, да? И ВЛ, альфа. Ага. Ну вот. Короче, как-то так.
Ну да, вроде проблем нет. Ну, короче, вот. Соответственно, если мы хотим, допустим, больше размера текстуры или больше захлестов, то можно просто расширять вот этот диапазон, да, то есть больше клеток можно проверять. Я просто к тому, что как нам сейчас сделать, чтобы у нас дырок-то не было, да, это нам нужно, видимо, но это слишком сложно. Каких дырок? Я думаю, что можно какой-нибудь мультиплай вот здесь. Ну вот. Ну вот, если мы увеличиваем размер текстуры, они начинают залазить уже на соседние клетки и опять обрезаться. И чтобы это не происходило, как раз нужно вот эти вот значения там увеличить. 5 5 и минус, от минус 2. 2, да. Но это все замедляет, соответственно. Да. Так, не особо что поменялось, но, видимо, ничего не залезало. Но оно там под ними. Ну да. Ну ладно, короче, вот такая история. Вот. Можно также внутри этих циклов там поворачивать их, скалировать, и как-то, ну, будет более рандомное представление этой текстуры. Если поворачивать, можно поворачивать на какую-то случайную величину или случайную величину с каким-то шагом, например, ровно на 90 градусов, ну, случайно поворачивать, там, или на величину кратную 90 градусов, например. Тогда можно там те же винтер-штайлы как-то более хитро применять, да, новую жизнь. Ну ладно, в общем, мы попытались это рассказать. Эта штука сложная, поэтому на самом деле ее так как бы вот просто, то есть ее нужно, чтобы вы в ней могли разобраться, вам нужно самим открыть эту сцену, посмотреть, что происходит, посмотреть еще раз картинку. Тут как бы, к сожалению, вот довольно сложно ее объяснить так, чтобы прямо она зашла сразу хорошо. Я думаю, мы в любом случае... А правильно я осознал это, что магия ускорения случается из-за того, что мы один раз накладываем текстуру уже на искаженный UV, а не много раз раскладываем эту текстуру. Не совсем. Вот смотри, если сейчас увеличить площадь вот этого изображения, а можешь сделать скейл, ну там не 5 на 5, вот это вот грид, который идет, а снаружи, а там, не знаю, 50 на 50. Ну да. Скорость работы вот этого шейдера практически не поменяется. Ну, только сделай побольше этих. Скорость работы именно на единицу клетки не поменяется сейчас. Но вот, наверное, ты 1000 лучше. Психанул. 5000, что ты там психанул. Вот сколько сейчас здесь текстур? И того мы видим. Старым способом нам бы пришлось перебрать в каждом пикселе все текстуры, которые мы видим здесь. А в новом мы перебираем в каждом пикселе только... Сколько там сейчас у нас? 9 на 9? Ну да. Не, подожди, не 9, не 5 на 5. 25 текстур только перебираем. То есть 25 против вот сколько их тут? Явно не 25. В общем, сценку выложим. Кому интересно, посмотрите. Ну и штука, в принципе, полезная. Особенно если еще сюда добавить поворот, то как бы можно не тайлить, то есть из тех же винтаж-тайлов каких-нибудь. Ну, то есть понятно, что тут нужна текстура с мягкой какой-то маской, да. Ну, например, фоллоуфом. простой пример, в котором можно было бы там те же лунные кратеры, например, раскидать, можно вот таким такую вот домашку образом. надо будет попросить. Там, или пулевые отверстия, или, ну, можете придумать любое другое применение для каких-то более-менее однородных текстур, случайным образом раскиданных по поверхности. Там камушки, когда их не видно, ну, то есть, или задисплейсить. Ну, миллион применений, на самом деле, может быть. Вот эту вот однообразную текстуру по перекрытию мы же можем смешивать между собой, чтобы получать какой-то микс. Мы же точки знаем все эти. Однообразную текстуру. У нас сейчас есть это мандрила, да, мы ее накладываем Да. друг на друга, и где они перекрывают друг друга, там мы видим хвост от одной из них. Ну, мы сейчас их кладем друг на друга. То есть механизм смешивания мы определяем вот непосредственно на вот Ну, то здесь. есть, смотрите, тут на самом деле, ну, если была бы сложная альфа какая-то, да, например... А замени мандрил А этого сейчас на бабочку. заменим, да, на какую-нибудь. бабочку. Я хочу это сделать, да. Баттерфляй. Ну, то есть здесь уже выглядит...
Ну, то есть вот они накладываются по более сложной альфе. Да. Ну, не очень Ну, одна текстура сейчас обрезает другую, получается. Да, потому И- что одна поверх другой кладется. Это сделано потому, что мы вот там вставили ноду Color Mix. Если мы сделаем add, допустим, они будут складываться. Уже Если сделали. сделаем multiply, будут умножаться. Да, друг на друга. понятно. То есть там как угодно можно придумать способ. Можно, более того, можно даже внутри этого цикла, в зависимости от этого целого ID, брать там разных бабочек. В принципе, не обязательно прям одну и ту же Кстати, текстуру да. раскладывать. Значит, смотрите, простая вещь. То есть у нас есть текстурки, да, которые, у которых имена совпадают, да, но у которых которые отличаются только индексом. Собственно, мы можем просто здесь завести некую константу. Собственно, наша задача, чтобы вот у нас есть константа некоторая, в которой передается вот этот путь, да, и в нем нужно, в этой строке нужно вот этот индекс заменить, ну, то есть вот это число заменить на некий индекс, который будет уникальным для каждого цикла итерации. То есть мы можем Для на каждого основе, вот этого значения. например, да, PSL нашего сгенерить некий рандом. Причем 1D, все правильно. 1D, да? Мгм. Но заремапить его надо до нужных нам значений. То есть Так, рандом нам генерирует значение от 0 до Ага. единицы. Это Сейчас. здесь. Ну, У давайте нас там от 7 единицы. текстур. Ну, тут 7 не получится, потому что тут... Почему не не получится? получится, Всё получится. все нормально. У нас 7 текстур. Нам нужно, чтобы были значения от единицы до 7. Если от 0 до единицы, нам нужно заремапить до значений от единицы до 7. Не туда воткнул. Так. Ой, сейчас. Вот. Единицы до 7. Здесь единица до Ну и 7, и округлить. здесь раунд Да. после этого всего нужно поставить. Так. И дальше осталось просто подменить эту историю внутри строки. Это делается с помощью sprintf функции, но и здесь, поскольку ее в вексе нету, да, в векс-билдере, нам придется... Так, можем округлить. Передаем этот индекс сюда. И здесь, значит, заводим у нас две переменные. Map, например, индекс. И здесь пишем... Значит, такое... Да, значит, дальше важно, что нам здесь нужно заменить эту штучку на процент Да. D. Да. Вот это в документации по sprintf Да. help надо посмотреть, какие и могут быть индексы. Пишем других такую вещь, параметров. что map равно sprintf. Ну, тут, конечно, это сейчас галопом по Европам, но... Ладно. Индекс. Так. Ну, то есть, грубо говоря, эта функция, она ищет вот эту вот метку, вот эту процент d, заменяет ее на число, которое у нас здесь мы вторым аргументом передаем. Так. Что-то получилось? Да, разные. Только результат неправильный получился. Тут так просто не получится, Миш. Потому что у нас получается, что... Не, стой. Ты просто не ту... Не тот. включили. Ну, отъедь чуть-чуть. Покажи больше картину. Вот да не эту, В а смысле? под нодами. Вот здесь. Смотри, тут дело в том, что мы сейчас взяли от текущей ячейки, а нужно Текущий, взять да, от да. ячейки... хотя подожди, текущая ячейка, она... Она каждый раз, для каждого ряда она разная. Так она и должна быть разная. По идее, когда мы сэмплируем какую-то соседнюю текстуру... Сейчас, стоп, вот от этого значения надо брать. Ну, от этого значения, Вот. это же P. Нет, вот от этого, да, вот от этого значения. Вот от этого значения. Вот переключи вот эту вот ветку на вот это. Да ну ладно, ты что? Сейчас получится какая-нибудь... Где аплодисменты? Я не понял, почему, как так получилось. Миша, объясни. Ну, потому что это значение, оно разное, а вот это значение, оно как раз одинаковое для той ячейки будет. Ну, смотри, тут надо вернуться к схеме вот этих Но оно слайдов. же разное для соседних точек. Смотри, Я не вернись понимаю. к слайдам. Вот когда мы находимся здесь, вот в пределах вот этой клетки, ну, допустим, вот, ну или давай, вот мы все в этой клетке делали. Нет, то, что Шейдинг PSL вот не эту- подходит, вот эту это точку, понятно почему, да.
pixel как бы означает только вот эту ячейку. Но pixel у нас всегда, вот в том-то и дело, что мы взяли сейчас не pixel первый раз, а либо -1, 0 и 1, вот то, что мы выдаем, тот вектор, на который мы pixel смещаем. Да. А сейчас мы взяли pixel, который как раз будет одинаковый для этих клеток. То есть если мы будем здесь, то этот pixel будет тот же самый, и текстура будет здесь, а что мы равна взяли? pixel. А первый раз мы взяли сам вектор, который мы складываем с pixel. То есть вот здесь у нас этот pixel выходит. Вот тут. Это же просто P у нас. Это... Вот pixel у нас формируется после того, как... ну, можно было вот отсюда взять, чтобы с подписью совпадало. Swizzle. Так. Вот, видишь, у нас Вот. даже подписано. Нет, Pixel. вот это... Но это то же самое будет. А почему? Ну, потому что там просто и до инта округляется. Но она и так до инта округляется. Ну, здесь-то значение не округленное еще. Здесь же Ну, они для там-то мы округляем в рандоме. Здесь. Все, то есть вот, я, собственно, ожидал-то увидеть вот такую кашу, как если сейчас мы отключим вот этот рандом. Вообще с ума начал сходить. Да, собственно, это тонкий момент, который, я думаю, не все тоже уловили, почему не получилось вот такого месива, потому что я ожидал, что будет вот так. Просто здесь округление идет до кламп. То есть, по большому счету, правильнее все-таки брать да, именно правильно. округленное P. Да. Ок. Чего, все тогда с этой историей, да? Когда мы округляем в рандоме, у нас получается 0,1 ремапится в 1,7. Это не совсем корректно. Это некорректно, потому что у нас на первое и на последнее число приходится половинке, по 0,5. Да. Правильнее рандом делать, ремапить от единицы до 8 и делать не раунд, а флор. Тогда будет вероятность одинаковая. Да. Ну, в данном случае как была задача проиллюстрировать, что можно разных бабочек. Бабочки разные. А Юра заметил, что какие-то бабочки встречаются реже. Как не орнитолог? Так, предлагаю сейчас сделать кофе-брейк 5 минут, Мгм. и потом будет следующая тема. да. Мгм. Так, друзья, давайте продолжим. Итак, следующая у нас с вами тема. Собственно, мы переходим плавно от темы текстуринга, да, процедурного текстуринга и вообще создания материалов уже к теме рендера. И основное, с чем хотелось бы сегодня разобраться, да, это первое, просто примерно поговорить о том, как в целом рендер работает, ну, то есть Ray Tracer, что там происходит. А второе, это поговорить про то, каким образом у нас в мантре, да, в гудиневском рендере описываются характеристики каких-то материалов. И, собственно, почему нам нужно придумать какие-то сложные довольно-таки такие механизмы, не очень очевидные, чтобы эти материалы описывать. Мы сразу начнем с шариков, да? Ну или с основной задачи. Смотрите, вот, у нас основная задача вообще рендера, вот все, что происходит в рендере, как правило, это выясняется только одна вещь. Какого цвета, пиксель на экране. То есть вот, для выяснения этой вещи требуется большое количество вычислений. Мы сейчас объясним, почему. Но если вот так вот просто задуматься о том, что цвет пикселя этот означает, как правило, у нас, как правило, это, если речь не идет о каких-то масках, то это то, сколько света приходит через этот пиксель нам в глаз, или в глаз камеры, на матрицу камеры. То есть сколько света приходит туда. Но чтобы свет этот как-то... Игорь рисует картинку. То есть вот этот image plane, на котором какой-то пиксель есть, и вот в направлении от камеры, вот в этом направлении сколько света приходит в камеру. Нам нужно узнать, чтобы узнать, какого цвета этот пиксель. Как правило, когда этот луч упирается в какую-то поверхность, то свет определяется тем, как эта поверхность освещена. И мы будем анализировать, вообще мы распишем в конце, не в конце, где-то в середине, то соберем сами уравнение освещенности, то есть как это выглядит, из каких компонентов оно состоит. Но вот даже если просто
подумать о том, что происходит в реальном мире со светом, вот, когда мы просто видим глазом или камера видит изображение, что происходит? То есть происходит трейсинг, так называемый forward трейсинг. Это когда фотон от какого-то источника света, например, от Солнца, летит, ударяется в какую-то поверхность. От нее он каким-то образом отражается. Ударяется там еще в одну поверхность. Отражается от нее и случайным образом залетает нам в глаз. Либо в большинстве случаев, как это происходит, он в него не залетает. То есть вероятность того, что он залетит, крайне мала. Поэтому если мы будем реализовывать алгоритм рендеров в таком виде, вот, когда генерировать какие-то фотоны от источников света в надежде, что они попадут нам в глаз в нужное место, очень будет неэффективный алгоритм, то есть он будет там считать вечность просто нашу картинку, и она будет всегда шумной, и никогда мы ее не увидим в нормальном качестве. Поэтому зачастую реализуются алгоритмы так называемого backward трейсинга, когда мы из глаза смотрим, то есть в обратную сторону пытаемся эту ситуацию провернуть. Поясни, Миш, почему так можно делать-то? Почему backward tracing? Вообще, почему, собственно, так можно делать? Но мы имитируем тот же самый путь фотона, но только уже только того фотона, который уже в глаз нам попал. То есть тут смысл в том, что здесь вот это правило оптики, да, что угол падения равен углу отражения, оно очень важно, потому что, грубо говоря, если у нас, допустим, есть какая-то поверхность, да, вот здесь, например, камера у нас находится, вот эта точка, и у нас свет летит вот так. Он упал на эту поверхность и отразился. Да? Значит, вот эти углы равны. Собственно, мы можем тогда запустить этот луч обратно. То есть, если он из светильника, отразившись, прилетел в камеру, то если мы запустим луч обратно, как бы он попадет обратно в светильник. Вот поэтому, собственно, вот этот backward tracing и возможен. Да. Ну и вот, если вот просто логически порассуждать, как бы, какой свет нам в глаз попадает, ну, вот, когда мы видим, что этот луч камеры пересекается с объектом. Если вот просто логически рассуждать, как бы можно основных больших компонента два. То есть первый — это когда вот эта поверхность, с которой мы ударились, и есть наш светильник. Да, допустим, это солнце или лампочка. Когда просто объект очень горячий, он сам излучает свет. То есть фотоны летят прямо от него. То есть они просто летят, и все. Это вот первый компонент, он самый простой. А другой, более сложный компонент, это когда свет каким-то образом от этой поверхности был отражен от другого внешнего источника света. Собственно, вот два основных компонента будущих компонента нашего уравнения, которое мы будем составлять. И тут, наверное, надо посмотреть вообще, как свет реагирует в жизни. Вот мы тут заготовили небольшой набор шариков, которые отдельно, на каждом из которых можно показать отдельно интересующие нас эффекты. Например, так, нужен фонарик. Например, вот этот шарик будет изображать матовую поверхность, что, ну, он не совсем как бы матовый, но близко к тому. То есть вот если смотреть на этот шарик, ну, вот в такой конфигурации, если мы меняем нашу точку зрения, то есть что интересного здесь мы можем увидеть? Если мы будем менять нашу точку зрения относительно вот этой сцены, не меняя расположение шарика и источника света, то практически не будет меняться световая картина, которую мы видим на этом шарике. То есть мы как бы головой так смотрим с разных сторон на него. То есть вот я могу вот эту систему крутить, взаимно расположенную, и световая картина на нем не меняется. Но при этом само распределение света, которое мы видим на нем, а можешь подержать? Оно варьируется. То есть вот здесь мы видим ярче этот свет, а чем ближе вот сюда, тем он темнее. Дальше мы не видим, потому что он блокируется этим шариком. Это очевидно. Но первое, что мы рассмотрим, это почему происходит вот это плавное затухание. У нас есть наш шарик, на него светит параллельными лучами какой-то свет. Собственно, мы видим что? Мы видим спад интенсивности по яркости освещенности. Да? Здесь максимальная освещенность, здесь минимальная, есть терминатор, и вот эта часть не освещена. Но я думаю, что
ни у кого не вызывает вопросов, почему, почему у нас темная вот эта задняя часть шарика, это собственная тень шарика, и это как бы очевидная совершенно история. А вот почему на самом деле происходит изменение освещенности по мере движения вот из этой точки в эту, это такая привычная нам вещь, которую как бы, ну, понятно, да, типа мы привыкли к этой картине. На самом деле, я думаю, что не все задавались вопросом, собственно, а в чем природа этого эффекта, да. А природа на самом деле очень простая. Итак, пускай у нас есть некая поверхность. Мы всегда освещаем, тут надо еще важный момент упомянуть, мы всегда работаем не с какой-то одной точкой поверхности, а под этой точкой мы всегда подразумеваем какой-то очень маленький участок поверхности, но со своей площадью. Эта площадь очень маленькая, но она есть. И пускай мы светим на эту площадку сейчас световым лучом, определенный, скажем так, тоже определенного размера, просто в перпендикулярном направлении. Да? Вот такой у нас есть луч, у него, условно говоря, есть какая-то ширина. Исходя из вот этой ширины этого луча, летит какое-то количество световых фотонов на эту поверхность. В единицу времени на нее прилетает вот какое-то количество фотонов, которое определяется, собственно, шириной этого луча. Да? Соответственно, сколько фотонов прилетело, столько отразилось. Отсюда мы видим больше фотонов, более яркая. Яркая эта площадка становится меньше фотонов, менее яркая. Значит, смотрите, что происходит, когда... То есть это когда луч падает перпендикулярно. А что происходит, когда луч начинает падать под углом? Мы специально его скопировали, чтобы обеспечить как бы сохранность ширины исходной луча. И сейчас из этой картинки хорошо видно, что теперь у нас вот этот луч приходится на большую площадь поверхности. Это означает, что то же самое количество фотонов распределится просто по большей поверхности. И это означает, что как бы на единицу поверхности фотонов упадет меньше. То есть если мы этот угол увеличим еще сильнее, да, то есть у нас вот эта площадка, на которую придут то же самое количество фотонов, она станет еще больше. И в результате на вот эту нашу площадочку, на которой мы делаем замер, их прилетит еще меньше. Это означает, что она станет темнее. Вот, собственно, в чем причина того, что когда мы начинаем светить под углом, поверхность, видимая ее яркость, становится меньше. Потому что просто на единицу поверхности как бы световой энергии меньше приходится. Можно показать, что длина в данном случае вот этого отрезка, она будет пропорциональна просто косинусу угла между нормалью и углом падения. Важно, не сама длина будет равна, а именно соотношение. То есть вот эта длина относительно вот этой. Да. Если вот это расстояние принять за единицу, то вот это будет косинусом вот этого угла. То есть если это h1, а это какой-то h2, то тогда h2 будет равно h1 умножить на косинус вот это. Соответственно, если у нас падает... я не знаю, можно переписать уже в интенсивностях каких-то, видимо, да? Как там L, да? Они у нас... Да не надо. Не надо? Ну, в общем, смысл в том, что чем больше вот этот угол, тем у нас тем менее будет освещенный. Можно график косинуса вот на этом участке нарисовать от 0 до 90 градусов. Когда угол вот этот равен нулю, у нас перпендикулярный косинус равен единице, и h2 у нас вот эта вот величина равна h1. Когда он там падает до 90 градусов, то есть поскольку луч идет параллельно нашей поверхности, ни одного фотона на поверхность не упадет. И косинус здесь будет равен нулю, и поэтому получится, что h2 будет равно нулю. Где-то посередине будет соотношение как бы правильным образом. То есть это прям критические, которые очевидные точки. Остальные там можно вывести из этого прямоугольного треугольника. Можно тебе на досуге это сделать сейчас, чтобы время не тратить на это. Соответственно, в уравнении вот этом освещенности, да, там вот этот косинус, он всегда присутствует, и поскольку это не свойство поверхности, да, а это просто как бы эффект, который вот возникает по вышеуказанной причине, он всегда пишется отдельно, то есть он не включается в саму BSDF-ку, да, которая именно уже описывает свойства поверхности, но всегда присутствует.
То есть это просто сколько света фактически достигает поверхности, когда летит вот с какого-то направления. На единицу. Да, На единицу площади. На единицу площади. Это что касается диффузных Да. поверхностей. Да? Дальше у нас есть еще... Да, кстати, на самом деле важный момент, который, может быть, еще Миш не уточнил. Собственно, особенность, да, диффузной поверхности и, может быть, как следствие, простота ее описания, да, математического именно ее лайтинг, вот этой шейдинг-лайтинг модели, заключается в том, что вот как по наблюдению мы выяснили, да, если у нас есть, ну, скажем так, некая поверхность диффузная, она как-то освещена, действительно, уровень освещенности определяется вот этим углом, но дальше, вне зависимости от того, скажем так, с какой точки мы смотрим, вот эту площадку мы видим одинаковой яркости. Собственно, из этого мы можем сделать вывод следующий, что у нас на диффузных таких поверхностях, шершавых, весь свет от этой площадки отражается равномерно во всех направлениях. Потому что если бы он отражался неравномерно, допустим, свет падает отсюда, да, и, соответственно, преобладали бы какие-то направления, ну, в какую-то сторону, допустим, совпадающие с зеркальным отражением, то мы бы тогда, когда смотрим на эту площадочку вот с этой стороны, мы бы ее воспринимали более яркой. Вот. Да. А когда смотрим отсюда, более темной. С диффузными поверхностями, как правило, ну, в каком-то приближении такого не происходит. Если зафиксировать свой взгляд именно на каком-то отдельном фрагменте поверхности и вот крутить головой, то не будет изменяться, ну, если только тень от самой головы не упадет туда, то не будет меняться яркость этого отдельно взятого участка. Теперь, значит, у нас есть другие как полюса, да, другие шарики. Это, ну, приближенные к зеркальной поверхности. Тут как раз наиболее очевидным становится момент, ну, здесь вот работает вот это вот правило, в первую очередь, угол падения равен углу отражения. Ну, оно всегда работает, но здесь оно прям гипертрофированно выражено. И здесь как раз будет хорошо видно, что даже не освещая, что если мы перемещаемся и смотрим на какой-то отдельный фрагмент поверхности, то изображение в этом фрагменте меняется. То есть то освещение, которое отражается от этой поверхности, зависит от того, с какой стороны мы на него смотрим. Это, как бы, надеюсь, очевидно. Это, значит, второй момент, который показывает нам зависимость от наблюдателя. И, значит, если у нас что-то среднее, когда... Потому большинство поверхностей это да, нечто среднее между вот не этим являются случаем ни такими и не такими, а являются более сложными их комбинациями. То есть, например, вот такая поверхность, которая, с одной стороны, вроде бы она зависит от наблюдения, то тоже меняет свою картину в отражении, но при этом она не похожа на вот этот шарик, потому что мы видим в ней лучи, ну, картинку в ней видим размытой. То, что вот происходит на этой поверхности, мы можем имитировать некой симуляцией того, ну, этого самого процесса. То есть для простоты мы будем тоже в 2D-пространстве это показывать, не в трехмерном. Я думаю, что сейчас просто все-таки я именно расскажу на картинке, а потом уже посмотрим эту визуализацию. Значит, что происходит с такими вот шероховатыми вот этими глосси поверхностями, да? Там происходит примерно следующая вещь. То есть у нас вместо того, что идеально ровная горизонтальная поверхность, у нее есть какая-то микрофактура, да? И тогда свет, который сюда приходит, опять же, точно так же под определенным углом, и мы можем, условно говоря, рассматривать как отдельные какие-то фотоны, которые сюда прилетают. Каждый из этих фотонов, он прилетает в какую-то свою точку, и по закону угол падения равен углу отражения отражается. Значит, если эту историю крупнее рассмотреть, но там как бы что-то вот такое, ну и, соответственно, фотон, допустим, вот этот прилетел сюда, отразился вот так, дальше там может быть множественное отражение, этот, условно говоря, отразился там в обратную сторону, ну а какие-то, которые прилетели на более-менее горизонтальные поверхности, да, они отражаются вот примерно, условно говоря, зеркально.
Поскольку вот эта микрофактура, она какая-то там случайная, очень сложная, можно, ну то есть каждый из фотонов отразится в своем направлении, при этом мы понимаем, что, скажем так, будут в зависимости от амплитуды вот этого рафнеса преобладать какие-то направления. То есть очевидно, что если рафнес не очень высокий, то в основном все будет отражаться, ну, приблизительно как от гладкой какой-то поверхности. Во-первых, да? ты расскажи, что такое рафнес, как параметр именно. Ну, рафнес — это параметр, который, как бы, скажем так, характеризует вот эту микрофактуру. То есть чем рафнес выше, тем эта микрофактура более, ее амплитуда больше. Тут важно понимать, что это уже аппроксимация, то, что мы вот рассказываем, ну, то есть как бы некое приближение того, как это происходит в реальном мире. Потому что если посмотреть там в какой-нибудь электронный микроскоп на вот эту фактуру, мы там увидим какие-то сложные переплетения волокон, которые там отражают друг в друге, там проходят сквозь друг, там свет себя ведет очень сложно в некоторых поверхностях внутри них. Мы, поскольку, чтобы всем этим, ну, все это очень долго вычислять, поэтому каким-то образом пытаемся упростить, с одной стороны, с другой стороны, чтобы оно было все-таки похоже на то, как это происходит в реальной жизни. И вот одно из таких приближений является вот допущение, что, допустим, у нас поверхность, как бы какая-то там кривая, кривизну, которой мы можем влиять там, одним параметром рафнес, ну, то есть это просто амплитуда, по сути, вот этих вот значений. Ну, то есть эти ямочки могут быть вот такими, а может быть глубже. То есть чем больше рафнес, тем глубже эти ямочки и выше горки на вот этой микроповерхности. И второе свойство, которым мы наделяем эту поверхность, это то, что эта поверхность состоит из микроскопических зеркал. Это приближение. То есть в жизни может быть и не так. Но мы как бы с помощью этих приближений будем собирать более сложные. Соответственно, если мы рассматриваем, ну, некий вот световой пучок, который, опять же, падает вот на фрагмент поверхности, если рассматривать там отдельные фотоны, можно констатировать, что они отразятся все. Для такой поверхности они все отразятся приблизительно, скажем так, ну, вот в этом направлении, да, сейчас как-то вот так, да, соответственно, если это какая-то средняя нормаль. Но поскольку там есть какая-то микрофактура, каждый фотон отклонится от этого идеального отражения, да, куда-то в сторону. Ну и, соответственно, большинство фотонов, если рафнес все-таки не очень большой, оно улетит вот сюда, да, большая часть, чуть меньше в стороны, ну и совсем маленькое количество отразится там под какими-то большими углами или, например, в обратную сторону. То есть, грубо говоря, можно говорить, что вот этот пучок параллельный света, который сюда прилетел, его энергия, она как бы рассеется в неком вот конусе. Да? И если мы, допустим, уже вернемся к задаче определения цвета пикселя, а помните, да, мы как это делали, мы смотрели просто из глаза через пиксель на вот эту точку, то вот эта картинка, она показывает, что допустим, из того света, который прилетел на вот эту элементарную поверхность, шершавую какую-то, в глаз уже отразится не весь свет, да, а только какая-то его часть. То есть только те фотоны попадут в глаз, которые, грубо говоря, отразились, ну вот в каком-то узком довольно секторе. Понятно это, да? И в этом плане, скажем так, чем выше рафнес, тем меньше фотонов в этот сектор попадет, потому что большее количество будет отражаться там в обратные стороны. Вот BSDF-функция, она позволяет, скажем так, оценить, какое количество из тех фотонов, которые прилетели на поверхность, отразились в каком-то направлении. Я думаю, что давай про BSDF уже после визуализации. Да. В общем, грубо говоря, что нам, по сути, с помощью BSDF-функции хотелось бы определить? Если так вот свести это совсем, ну, как бы к объяснению на пальцах, допустим, у нас прилетает 100 фотонов на поверхность, и они каким-то образом отражаются, значит, и отражается, например, вот в каком-то в этом направлении там 50 штук, и дальше в каких-то других секторах, там, я не знаю, по 20, и здесь там в эти стороны где-то по 5. Нам бы как раз... То есть, если мы вот эту информацию как-то получим, да, сможем определять, да, мы можем сказать, что если у нас вот в этом конусе отразилось 50 из 100 фотонов, это что означает? Это означает, что
освещенность у нас вот с этого направления будет воспринимаемая в 2 раза ниже, чем как бы тот цвет, который пришел сюда. Да? Если мы будем смотреть с этого направления, то она будет, условно говоря, уже в 5 раз ниже. Если там с какого-то с этого направления, то в 20 раз ниже, потому что только 5 фотонов улетело в эту сторону. Теперь, я думаю, можно провизуализировать уже. Да, для того, чтобы показать, как это работает на большем количестве фотонов, чем можно нарисовать, есть, ну, вот такой, собрали вот такой вот маленькую визуализацию. То есть вот у нас участок поверхности, который мы анализируем. Вот этот желтым помечен луч, под которым свет падает. А голубым это фотон, который отразился. И сейчас мы вот, когда я говорю один луч, ну вот один фотон, по сути, подлетел до поверхности и отразился от нее в направлении, ну как бы где угол падения равен углу отражения. Значит, вот наша микроповерхность, вот этот увеличенный фрагмент вот этого участка. Потому что здесь мы просто там вот эти мелочи настолько мелкие, что мы их не увидим иначе. Значит, что мы можем сделать? Увеличить количество лучей, которые падают. Ну, вот, допустим, там у нас 200 лучей. То есть вот из этих 200 мы видим какую-то часть. Все они летят, ну, поскольку поверхность идеально ровная, они все летят в направлении зеркального отражения идеального. И вот мы можем менять угол, под которым свет падает, и видеть, как, ну, что происходит с вот этими синенькими фотонами. То есть они как бы работают, как работает зеркало. Тут как раз имитируется как раз тоже тот момент, площадь поверхности, на которой падает вот этот, и ширина луча взаимосвязаны как раз. То есть вот здесь она одной толщины, когда мы приближаемся сюда, она как раз пропорционально косинусу становится этот луч тоньше. Нам интересно посмотреть, что происходит, когда мы увеличиваем roughness. Значит, вот это и вот этот график, это, по сути, один и тот же график, просто вот этот отображен в полярных координатах, ну, то есть вот, где угол и направление вот так вот идет, оси так расположены. А на этом графике угол расположен вот так, а направление, ну, а интенсивность расположена вот туда. Значит, в них содержится следующая информация. Сколько в процентном отношении фотонов улетело вот в направлении вот этого сектора, вот, который выражен. То есть его длина, чем больше фотонов туда улетело, тем он длиннее. То есть, ну, хорошо вот будет заметно, если мы, вот, когда все фотоны улетают вот в границах этого сектора, видите, его длина не меняется. Когда часть фотонов улетает в один сектор, часть в другой, у них как бы соотношение меняется. И мы получаем такую гистограмму того, как распределение наших фотонов вот в этой полусфере, ну, полукруге в данном случае. Значит, увеличиваем шероховатость нашей поверхности. То есть вот есть параметр, и вот здесь мы можем наблюдать вот тут, что увеличивается как раз неровность, и лучи начинают отражаться с разными направлениями. Тут для точности, то есть 200 лучей на самом деле мало. То есть в жизни происходит так, что фотонов там прилетает такое огромное количество, что мы как бы обсимулимся. Ну, мы можем сделать здесь некую аппроксимацию, допустим, там 1000 фотонов будет прилетать. Вот 1000 фотонов для вот roughness 0,2 примерно. То есть этот roughness, не надо сейчас путать это там с GGX или еще с чем-нибудь. Вот такое, ну, отступление, просто вот эти модели GGX, там еще какие-то, они определяют характеристики вот того, как эта шероховатость выглядит. Я чуть позже покажу, что для разных шероховатостей эта картина будет разная, ну, для разного характера, просто они амплитуда будет одинаковая, а характер разный, и картина от того, как они отражаются, тоже будет разной. Но важно видеть, вот как ведет себя вот эта гистограмма наша, ну, то есть вот она развернутая из полярной системы, при увеличении рафнеса. То есть вот мы из одной такой длинной палки начинает распределяться в более широкий диапазон. То есть фотоны начинают отражаться в большое количество направлений. И для рафнеса, там, близкого к единице, они распределяться начинают почти равномерно.
Это вот такая некая аппроксимация нашей диффузной поверхности. То есть вот когда поверхность такая достаточно кривая, то они как бы в разные стороны по-разному разлетаются. И для разного угла падения эта картина тоже чуть-чуть меняется. То есть это не является идеальным диффузом. Ну вот, что произойдет, если мы изменим характер поверхности, который... Ну, то есть сейчас вот это вот неровности определяются исключительно нойзом. Но мы можем вместо нойза сюда подавать, там, допустим, рандом, а не нойз. То есть тогда они будут более случайным, ну, более острые углы. Это будет заметно, наверное, если мы еще сильнее roughness увеличим. То есть вот этот характер неровностей, он меняет то и напрямую влияет на то, как распределяются вот эти лучи. То есть вот для рандома они вот такие, для нойза они распределяются по-другому. Более равномерная картина. Но если мы, допустим, подадим, например, какую-нибудь периодическую поверхность, например, синус, если мы меняем угол, то есть он такими пучками, видите, например, он очень много отражается в ту же сторону почти, из которой мы светим. Отражается гораздо больше, чем в любую другую. Хотя амплитуда, ну, она плюс-минус такая же, как и эта. Очень важно то, какая сама поверхность там внутри. Это и определяет сложность вот этой формы вот этих вот гистограмм, которые мы сейчас рисуем. В жизни, как бы, ну, то есть, и это все в 2D сейчас происходит. В жизни, как бы, когда это в трехмерном случае, там все еще сложнее, как бы, картины появляются. И имитировать таким вот большим количеством лучей это очень дорого каждый раз. Поэтому нас, как правило, интересуют какие-то аппроксимированные формы, которые будут... мы как художники будем рулить какие-то параметры, а они будут выдавать вот такие вот плавные графики, которые будут вести себя похожим образом, как ведут себя наши поверхности, там вот такая или вот такая. Так будет просто дешевле. Ну, то есть, я просто еще раз, может быть, добавлю, для чего эта гистограмма вообще нужна, да? То есть она нам показывает для каждого из направлений, сколько света отразилось в этом, в процентном отношении, да, какая часть света именно отразилась в этом направлении. Это означает, что мы, пользуясь этой гистограммой, можем определить освещенность вот этой поверхности, когда мы смотрим на нее с определенного направления. Для этого нам нужно просто весь пришедший на эту поверхность свет, да, который мы там как-то вычислим, условно говоря, по формуле вот этим с косинусом тета, да, просто домножить на высоту вот этого столбика. Все, мы получим как бы какое-то меньшее число, и это будет воспринимаемая освещенность, яркость, можем буквально ее в цвет записывать уже, и получим как бы какую-то световую картину. Собственно, поэтому нам для того, чтобы у нас вот эти шейдинг-лайтинг модели работали, нам хотелось бы всегда для нашей поверхности иметь некую функцию, да, которая бы описывала, которая бы вела себя примерно так же, как вот эта гистограмма. То есть, тут важно понимать, что вот эта гистограмма — это срез. На самом деле функция сложнее. То есть как бы функция наша, которую мы опрашиваем, она состоит из двух входных данных. То есть для двух векторов значение возвращает. Первый вектор входящий, который мы фиксируем как константный, чтобы не получить кашу здесь на графиках. Но он не констант, то есть он всегда разный для разных поверхностей. И второй вектор нас интересующий — это какое-то выбранное направление света. И вот тут в самом начале Игорь сказал об этом, но еще раз повторю, что вот, допустим, вот это можно воспринимать двояко. Это может быть как свет, который падает в этом направлении и распределяется вот здесь. Так и наоборот, когда свет весь прилетевший со всех вот этих направлений вот в таких вот пропорциях, весь попадает в глаз. То есть свет, который прилетит отсюда, в глаз не попадет. Вопрос на понимание маленький. То есть вот мы видим, что у нас, ну, для какого-то среднего рафнесса этот график имеет такое, условно говоря, нормальное
нормальное распределение, да, похоже на гауссовое. Для идеального диффуза как график будет выглядеть? Ну, именно гистограмма. То есть, Ну, если уже вот линии здесь, ее вот здесь рисовать. уже развернутый, Да. как этот график будет выглядеть? Есть предположение? Да, совершенно верно. Это будет просто констант. То есть это будет говорить о том, что с какой бы мы стороны ни смотрели, у нас и это констант будет, который, опять же, его высота, она будет, ну, ниже, да, чем вот этот пик. То есть, Да. то есть потому что весь свет равномерно распределится, то есть с какой стороны бы мы ни смотрели, какой бы ни был вот этот угол, во все стороны улетает как бы одинаковое количество фотонов, соответственно, это констант. Хорошо, а если зеркало идеальное? Ну, да, Да. совершенно Тут еще верно. То есть важно- только для какого-то одного угла будет какая-то интенсивность, для всех остальных будет по нулям. Важно еще понимать, ну, то есть когда мы составляем вот эти гистограммы таким образом из лучей, они не могут нарушить физическую корректность. Когда мы составляем их из каких-то там своих аппроксимаций, мы можем нарушить ряд вещей, которые не стоит нарушать. То есть есть такое понятие, как physically plausible shading. Ну, это как бы базово не нарушающий законы физики. Это не значит, что он идеально корректный. Это значит, что он просто как бы не спорит очень грубо там, с законами. А законы, собственно, следующие. Заключаются они в том, что если здесь у нас прилетело какое-то количество энергии, то распределиться может не больше, чем столько количества. То есть часть этой энергии может быть поглощена поверхностью, просто там в тепло, например, перейти. А то, что отразилось от нее, не может превышать это значение. Но когда это идеальная зеркальная поверхность, это ну, довольно тривиальная величина, которая, ну, то есть просто сколько прилетело, столько улетело, как бы все, забыли. А когда вот так вот распределено по всей этой полусфере, то тут важно, чтобы площадь, которая вот под вот этой гистограммой содержится, она не превышала, вот площадь по сути является той самой энергией, тем количеством энергии, которое прилетело. Мы всегда для простоты считаем, что прилетает количество энергии, равное единице. И вот эта вот площадь не должна эту единицу в результате превышать. Поэтому, когда вся площадь сосредоточена, вот когда мы roughness делаем маленький, когда она сосредоточена в узком участке, площадь вот эта единичная, она большая. Высота столбца большая. Чем больше этот roughness, чем большее количество столбцов участвует, тем ниже каждый из этих столбцов, чтобы площадь осталась той же самой. Это понятно? И это как раз потом будет... то есть вот эта площадь, ну, забегая немного вперед, и будет нашим альбедо. То есть это вот как раз та энергия, которая распределилась. Страшное вот это слово, которое все слышали. Это вот оно. Как вам демонстражка? Мы долго ее придумали. Очень классно. Ну, мне кажется, что она немножко проясняет нам то, что происходит. Собственно, дальше задача наша, поскольку, значит, как-то задавать вот эти функции. То есть в данном случае мы эту функцию, по сути, построили имитационным моделированием. Нет, Запустили 1000 фотонов, посмотрели, как каждый отразился, посчитали, сколько фотонов отразилось в каждом из секторов, построили гистограмму. Естественно, в рендере мы такого делать не можем. То есть теоретически это можно было бы, наверное, делать, да, но это было бы очень... Но более того, так очень дорого. даже бывает делается, когда разрабатываются как раз вот эти алгоритмы, чтобы было с чем сравнить, чтобы было, ну, вот эта модель, как бы, на что она опирается, они действительно делают такую симуляцию, заряжают там суперкомпьютер, который все эти там миллиарды фотонов будет считать, получать эти гистограммы в каком-то удобоваримом разрешении через неделю. То есть через неделю, грубо говоря, там посчитается там пара пикселей, и на базе этого они что-то там смогут дальше... То есть чтобы они могли потом сравнить свои результаты, своей быстрой функции с чем-то, что... так называемый ground true, как абсолютная истина. То есть, что они, с тем результатом, в котором они абсолютно уверены, что он правильный. И сравнивая как бы их друг с другом, они могут понять, насколько их алгоритм ошибает, ну, какой порядок ошибки он вносит, например. То есть так тоже делают, но это очень долго и неэффективно. Ну, в общем, то есть, но тем не менее это, да, вот в каких-то научных целях используется. В графике, поскольку нам надо все дешево, мы пытаемся просто, анализируя, скажем так, ну вот построив такую имитационную модель и увидя, допустим, как примерно она себя ведет, то есть что у нее
какая у нее есть зависимость от угла падения, да, что происходит с этой гистограммой, что происходит с этой гистограммой в зависимости от изменения рафнесса. Мы пытаемся придумать какую-то формулу просто на основе, там, я не знаю, чего, каких-нибудь синусов, косинусов, любых какой-то математики, которая нам доступна, которая с входными аргументами вот такими же будет выдавать примерно такой же результат. Ну, плюс-минус похожий. Значит, тут сразу в чем еще нюанс заключается, что реальные вот эти вот BSD-функции, да, а, собственно, это она и есть, да, у реальных поверхностей, они имеют очень сложную вот эту гистограмму. Она там с какими-то локальными пиками может быть, да. Как правило, невозможно одной аналитической функцией эту гистограмму воспроизвести. И поэтому эту задачу как бы декомпозируют, пытаются увидеть, из каких более простых гистограмм складывается это более сложное. Допустим, можно увидеть, что там есть какая-то постоянная составляющая, да, диффузная. Ее можно задать просто константой. Дальше есть какой-то вот основной, ну, лепесток, вот этот выброс зеркальный. Его можно задать там второй BSD-функции и так далее. То есть мы пытаемся декомпозировать на какие-то более простые гистограммы, которые можно примерно понять, что они аналитически как-то аппроксимируются, да, и можно их с помощью функций задать. Создаем библиотеку вот таких простейших аналитических функций, и дальше из них начинаем комбинировать, их комбинированием как бы уже создавать какие-то более сложные рисунки. Чтобы вас не пугать, мы не собираемся их создавать самостоятельно. То есть они, в принципе, уже все созданы. Они уже все, которые есть. Нам понадобятся. Значит, в результате, возвращаясь все-таки уже к формуле нашей, да, выяснили, что у нас есть некий свет, который на поверхность прилетел, как мы его там обозначали, LI, да? Да. Источника. Да. Значит, дальше, то, как он осветил эту поверхность, это определяется вот этим косинусом тета, да, под каким углом. И дальше нам осталось определить, какая часть этого света отразилась в направлении глаза, да. И, как мы выяснили, это вот можно определить с помощью некой BSD-функции, да, которая зависит от двух векторов. Зависит от двух векторов. А как они обозначаются? Там, омега И и омега В. Ну, омега. Там на самом деле как угодно. То есть один из этих векторов это направление от участка поверхности к глазу, второй к источнику света. А как омега И, а второй омега В. Важно, что нужно, ну, то есть особое требование к этой функции, что она не должна возвращать одно и то же значение, если мы эти вектора поменяем местами. То есть если она возвращала для комбинации какой-то там, когда вот этот вектор под углом там 30 градусов, и этот под углом там 5 градусов возвращал значение там 0,5, например, да, когда мы поменяли их местами, эта функция должна продолжать возвращать это же самое значение. Это первое требование к этой функции, которое определяет довольно сложность, почему ее аналитически сложно написать самостоятельно. Второй момент — это вот этот величина альбедо не должна превышать эту единицу. Предположим, что пока все. Если вспомню еще, что там, по-моему, еще какое-то третье было правильно. Значит, это то количество света, то есть вот это то количество света, которое отразилось вот, от поверхности в направлении глаза. Освещенное в направлении глаза с какой-то единой точки. Но полная формула записывается сложнее, чуть-чуть сложнее для там еще и всего Е света. нужно прибавить, да? Тут как бы довольно, в принципе, наверное, очевидно, что если мы там этот шарик посветили одним источником света, он как-то осветился. Если мы посветим, не выключая этот источник света, посветим вторым источником света, свет этот и этот сложится просто. Соответственно, формула усложняется тем, что здесь вот сейчас написано для одного источника света, а нам нужно все то же самое для суммы всех источников света, которые есть в сцене, в нашей вот полусфере, откуда свет может упасть. И давай запишем все-таки, чтобы хотя бы знали, мы не будем прям подробно в детали какие-то вдаваться. То есть, по сути, мы могли просто сумму здесь написать из вот таких штук, где менялось бы
LI, да, как интенсивность светильника, и косинус тета — это угол, под которым он приходит. Да, и значение За- VI, соответственно, тоже менялось. F тоже бы менялось, потому что углы разные. Но общая формула, там, Миша очень хотел, чтобы мы ее записали. Да. Чтобы в следующий раз могли выиграть футбол. Значит, это эмиссия, и дальше там... Вот это значение эмиссии, которое мы в самом начале рассказали. То есть свет, который излучен самим объектом в результате там, его нагрева, например. Здесь, в общем виде формула выглядит вот так. То есть это интеграл по полусфере. Это просто сумма всех... мы можем думать об этом как о сумме всех источников света, которые светят на это все. И внутри этого интеграла как бы вот это вот выражение, которое мы разобрали вот здесь, которое определяет для каждого отдельного взятого направления, сколько же света именно с этого направления прилетает в направлении нашего глаза. Значит, дальше, что касается суперпозиции BSDF, да, то есть вот мы, если рассмотрим какие-то более сложные поверхности, да, то, например, вот у нас нет какого-нибудь, было бы удобно, прикольно посмотреть какой-нибудь. Но на самом деле вот это Ну, вот уже, это тоже, уже является да, композицией двух BSDF, потому Вот что если это посвети на эту штуку, светильник. в принципе, тут даже если не светить, мы можем видеть там какой-то похожий на зеркальный блик. Да, И при этом есть диффузный и при этом есть светотеневой переход. какой-то диффузный светотеневой переход. Тут как бы, на самом деле даже еще сложнее из-за того, что он свет пропускает сквозь себя. Он это более сложная форма. Но как бы, если бы он был внутри заполнен чем-то, и свет насквозь него не проходил, мы бы видели комбинацию, по сути, нескольких BSD. То есть если нарисовать то есть если взять какой-нибудь прибор и промерить, вот как он, в каком направлении отражает свет, то мы получим какой-то довольно сложный график для выбранного направления. Мы всегда, как правило, рисуем для какого-то одного направления, потому что в общем случае эта функция, она больше, чем 3 измерения, ее визуализировать в виде графика не получится. То есть, грубо говоря, если свет упал как-то вот так, то рисунок примерно следующий. То есть есть некая составляющая диффузная, да, то есть она как-то, условно говоря, вот так выглядит. И при этом есть какая-то зеркальная, она вот такая, да, и поэтому суммарная BSDF-ка там, какая-то... Но мы скорее от композиции сейчас пляшем. На самом деле в жизни, то есть мы видим вот эту вот суммарную вещь, и нам нужно ее разложить на составляющие. То есть, потому что, допустим, если он еще сверху будет покрыт лаком с более жестким бликом, то у него будет еще здесь торчать более узкая пипипка такая. И нам нужно разложить, то есть вот в таком виде функций готовых аналитических у нас нет. Но есть наборы функций простых, которые, собственно, есть BSDF, диффузная BSDF, которая вот, по сути, в такую вот полусферу делает, равномерно во всех направлениях отражается. Есть тот же GGX, который в зависимости от разных параметров Рафнеса может выдать и вот такое значение, и вот такое значение. И мы можем просто, комбинируя эти 3 BSDF-ки, собрать вот такую форму. Тут важно понимать, что мы почему в самом начале решили рассказывать про функции. Потому что BSDF-ки это не что иное, как функция. То есть мы не знаем, что там внутри происходит. И нам, в принципе, не важно, какая конкретно математика там лежит. Мы знаем, что если в нее, то есть у нее рафнес поставить вот в такое значение, то она будет выдавать вот такую вот штуковину. Этих знаний нам достаточно. Но для создания, именно для создания композиции мы эти функции можем складывать друг с другом. Мы знаем, что графики, когда мы их складываем, они просто начинают накладываться друг на друга. Можешь вот сейчас это в полярной системе координат, как это выглядит, как эти же графики, вот эти, выглядят на плоскости. То есть мы до этого всегда работали в декартовых системах координат. Будет более привычно посмотреть на как они же будут выглядеть в них. То есть график вот этого диффуза как будет выглядеть? Есть варианты? Вот в системе координат, вот где вот эта ось тета, угол вот так меняющийся, прямая линия просто. Потому что какой-то высоты. Вот, это один график. То есть это результат функции, там, не знаю, f1, например. График вот этой функции
как будет выглядеть примерно? Ну, какое-то гауссово распределение, ну, примерно какой-то ширины. То есть, допустим, вот такой. И вот этой функции, соответственно, будет тоже гауссово распределение, но Более узкое, да. более высокое и более узкое. Вот. И когда мы их сложим, сейчас вот просто вот F1, F2 и F3, вот сумму. То есть, опять же, я не знаю, как эти графики получились. Мне достаточно знать, что эти графики просто есть. И знаешь, что если подать на них значение, получатся вот эти графики. И я как бы суммирую их. Ну и важно следить, чтобы площадь под фигурой суммарной тоже не превышала единицу, потому что это нам обеспечит то, что у нас, значит, света не отразилось больше, чем прилетело. Собственно, Да. вот всякие вот эти Да. функции Energy Conserve, они ровно это делают. Мы сложили 3 BSDF-ки, Но ты вот получили... сейчас немного забегаешь вперед, потому что Вот. мы вот только сложили, а Ага. еще как бы чем мы можем влиять на это все. То есть когда нас не устраивает, допустим, мы хотим, чтобы функция результирующая была, ну, то есть там не выше вот этого значения, мы что еще можем оперировать? Ну, то есть, учитывая то, что мы внутрь этих функций залезть не можем, но поскольку нас, по сути, интересует только результат, мы можем эти функции умножать на какие-то константные значения. Каждую из них. Ну, или все в целом. И если мы каждую будем перед сложением умножать, то мы можем вот эти графики изначальные скалировать. Ну, то есть, если мы умножим на что-то меньше, то вот этот красный график станет ниже. Если умножим больше, он станет выше. Таким образом, каждую, если эту функцию умножить на свое какое-то значение, мы можем добиться другого соотношения вот здесь, вот на результирующем графике, нужного нам, который мы имитируем с помощью вот этих вот простых функций. То есть мы имеем, при этом мы можем воспринимать вот эту нашу... Можешь здесь дописать, что здесь мы можем умножить на какие-то константы? То есть вот каждая эта функция может быть домножена на какую-то константу и сложена друг с другом. И вот эта вся композиция для нас, вернее, для рендера, может быть воспринята как одна какая-то сложная функция, которой подаем значение, она возвращает вот этот сложный график. Как она там сделана, опять же, рендеру все равно. То есть это мы дальше начинаем, имеем возможность оперировать вот этой композицией всей как одной функцией. Точно так же, как мы вот делали, когда-то плетенку делали, помните? Сделали для горизонтальных волокон, а потом я взял в одну засунул, и неважно уже, что там за логика, я просто ее скопировал и повернул ей координаты. Как бы используя уже то, что там внутри, то есть я знаю, что, какой будет результат, не анализируя уже. И, то есть использовал вот этот набор простых функций как одну более сложную. Здесь происходит то же самое. И вот это вот, то есть и каждая по отдельности, и все вместе, и является вот тем BSDF типом в рендере, который вот желтенькой такой линией соединяется в нодах. Ну, давай я расскажу про таблицу тогда. Да. Значит, собственно, уже возвращаясь к тому, что мы имеем в Гудине, в самом билдере, да, а в X-билдере мы имеем какие-то ноды, у которых есть вот этот вывод BSDF, да, желтенький тип данных. И на самом деле, ну, вот, мне долгое время, я думаю, многим не очевидно было. То есть мы понимаем, там, что такое цвет, что такое просто число, да. То есть это некий понятный тип данных, с которым понятно, какие операции можно делать. Что такое вывод BSDF, вот этот желтенький, вот, ну, именно на уровне уже механики, как это работает, не очень было понятно, да, то есть какие-то операции с ним можно делать, какие-то нельзя. Что физически происходит, когда мы подаем в add ноду 2 BSDF, то есть вот когда два числа, я понимаю, их сложили, получили суммарное число, когда 2 BSDF, не очень понятно. Значит, мы как с Мишей это обсудили и такую модель как бы придумали, но это не факт, что на самом деле так есть, но приблизительно она иллюстрирует. То есть пример можно следующий привести. Например, смотрите, вот у нас есть какая-нибудь первая, ну, допустим, диффузная BSDF-ка, да, первая. Мы ее берем, что мы можем? Домножить ее на какое-то число, да, ну, там, на некий коэффициент. Дальше создаем какой-нибудь там GGX, например, да, его, тут пускай там тоже домножаем на какое-нибудь тоже число, и дальше
складываем. То есть это, собственно, единственное, что мы можем с BSDF-ками делать. Больше ничего. То есть, и еще раз повторю, мы с BSDF-ками можем делать только умножать на число, ну, либо на цвет, и складывать между собой. То есть мы не можем сложить BSDF-ку с числом. Да. Мы можем на число только умножить, а сложить можно только друг с другом. Опять же, вычесть BSDF-ку и друг с друга нельзя. Только две операции. Значит, и есть некий output, в который мы подаем на выход, собственно, вот этот результат. Игорь, там спросить. А вот у меня вопрос. Иногда вывод вот этой желтой линии обозначается маленькой буквой F, а иногда прописной буквой F. Это ничего не значит. Это может быть как угодно. Не имеет никакого Нет, значения. это просто название перемен. Хорошо. Значит, как это нужно воспринимать и что по сути мы получаем на выходе? По сути, вот сборка такого нетворка, она нам формирует просто некую таблицу записей, в которых хранится, какие у нас, по сути, описываются, условно говоря, свойства поверхности. Одну секунду. То есть вот здесь вот в результате вот этого нетворка произошло ровно то, что я вот описал раньше. То есть у нас были какие-то функции, то есть набор каких-то базовых функций, и результатом является тоже функция, но одна, как композиция. То есть вот как бы у нас в одной функции должен возвращаться композиция вот этих базовых функций. И технически это реализовано, да, вот в виде таблицы. Да. То есть Игорь вот этот тип данных BSDF вот здесь на выходе, он какой-то сложный, да, и он в себе хранит по факту некую таблицу. Таблица это примерно из себя представляет следующую, ну то есть просто в ней есть какие-то строчки, да, то есть есть номер строки, там первая, так, вторая, третья и так далее. Значит, дальше, условно говоря, здесь тип BSDF прописывается. Например, мы сюда записали, первая у нас BSDF-ка диффузная, вторая GGX, третья еще какая-то. Дальше коэффициенты при этих BSDF-ках записываются в третий столбец. Там сюда записали в диффузный K, в GGX-N и так далее. Все, то есть заполняется просто такая таблица. Дальше, когда нам нужно будет, когда уже у нас запустится непосредственно рендер, то есть, по сути, в шейдинге никаких вычислений, цвета пикселей, ничего не происходит. Просто записали вот таким способом, как у нас поверхность реагирует на свет. Когда запускается непосредственно рендер, и дело доходит уже до определения цвета освещенности конкретной какой-то точки, да, на поверхности, мы, условно говоря, запускаем шейдер, получаем доступ к этой таблице и начинаем с помощью вот этих данных вычислять освещенность. То есть в этой таблице все однозначно. То есть все строчки всегда складываются. Вернее, смотрите, есть типы данных, да, то есть это функции, которые надо запустить. То есть мы запускаем эту функцию, и результат, который получаем, домножаем на вот этот коэффициент, запускаем эту функцию, ее результат домножаем на этот коэффициент, и результаты этих функций, домноженные уже на коэффициенты, складываем всегда между собой. Таким образом, допустим, если, то есть можно, то есть рендер может производить, там, например, раннюю оптимизацию. Если в результате все коэффициенты оказываются равными нулю, то он понимает, что можно не запускать функции, потому что любое число, домноженное на 0, будет нулем. Можно на этом сэкономить просто. Ну вот. Ну и, собственно, возвращаясь уже к тому, собственно, как происходит рендер, да, и определение вот освещенности видимой, можем вернуться, собственно, к той картинке, с которой мы начинали. То есть у нас есть камера, image plane, мы сквозь пиксель пустили Кривой луч. Кривой луч, да. Проклятие. Да. Этот луч, значит, у нас сколлизился, определили точку пересечения с поверхностью, и дальше нам нужно определить освещенность этой поверхности. Мы запускаем какое-то количество лучей. Нет, подожди, секундочку. Мы до того, как мы запускаем, то есть что происходит в рендере? То есть вот когда луч сколлизился с поверхностью, вызывается шейдер этой поверхности, чтобы понять ее характеристики этой поверхности. И шейдер этой поверхности, самое главное, что он возвращает рендеру, это вот это CE, это в нашем уравнении было LE, ну, то есть emission, насколько эта поверхность светится сама. И параметр, который будет характеризовать то,
то, как эта поверхность отражает свет, реагирует на свет. Это вот этот BSDF в виде вот этой таблицы. То есть он получает от шейдера BSDF и CE. Все. То есть шейдер ничего не знает, какие там источники света, что там это. Он просто ему сказал, эта поверхность вот так реагирует на свет. Все, я закончил и выходит из себя. А рендер продолжает. То есть он берет вот этот BSDF, который получил, запускает все функции уже непосредственно, получает направления, интересующие. Причем вот здесь тоже такой можно отметить момент, что поскольку вот для такого входящего угла, да, мы можем уже построить, график вот этот, по сути, мы знаем, как выглядит BSDF-ка, мы сразу можем, например, сказать, что вклад в освещенность вот этой поверхности, когда мы смотрим на нее вот с этого направления, дадут только те лучи, для которых вот эта BSDF-ка, не ноль, да, и, соответственно, сразу видно, что это какие-то, условно говоря, вот такие только направления. То есть свет, который пришел с этой стороны, для него BSDF-функция равна нулю, просто по графику это видно, да, и поэтому запускать лучи вторичные в этом направлении просто никакого смысла нет, и это как дополнительная оптимизация, Вопрос. да, которая позволяет нам запустить вторичные лучи для определения уже освещенности именно в нужном секторе. А получается, BSDF не учитывает длину волны источника света? При одинаковой равности, там же разное будет. Учитывает, вообще в общем случае учитывает. Дело в том, что BSDF возвращает, то есть оперирует, но она не длину волны учитывает. Поскольку мантра рендер, который работает в RGB пространстве, то есть, не в это, да, она оперирует, то есть BSDF возвращает разные значения для разных компонентов цвета. То есть, по сути, там 3 графика в одном. Мы для простоты сейчас рассматриваем только одну длину волны. Но в целом все то же самое, только 3 сразу компонента там возвращается. И это и есть цвет. И вот этот коэффициент, он тоже не число, а именно цвет. То есть также для изменения амплитуды этой BSDF-ки в целом в свете. Что, по сути, дальше происходит? Да? Запускается какой-то, допустим, вторичный луч, то есть для того, чтобы определить освещенность, выбирается какое-то направление. Дальше этот луч, допустим, попадает в светильник или в какую-то поверхность, которая может давать вклад в освещенность вот этой штуки. Если это здесь какой-то рефлект, то просто это как отражение будет работать. Дальше мы некую, освещенность. В случае с отражением происходит опять все то же самое, что вот происходило до этих... на самом деле, до отражения важно другой момент. Я просто хотел сказать, что освещенность, которая приходит от этого объекта, сюда она домножается на значение BSDF, соответственно, используем вот это вот F. У нас известно V0, это у нас VI, да, V0, VI. Вычислили этот коэффициент, домножили, и это тот цвет, который попал нам в глаз. Да. Но есть такое понятие, как direct lighting. То есть, помимо всего прочего, еще отдельно от трейса вот этих лучей мы смотрим в направлении тех источников света, которые нам известны. Допустим, здесь стоит лампочка точечная. Мы просто в этом направлении сразу проверяем, если она если она лежит в секторе, в котором BSDF не равна нулю. Он все-таки это проверяет, да? Да, конечно, проверяет. То есть, если лампочка будет здесь, бессмысленно что-то там анализировать. Дело в том, что для рендера самые тяжелые операции, которые только бывают, это найти пересечение какого-то луча с геометрией, с какой-либо. И вот здесь мы искали для пересечения первого луча от камеры, а сейчас, когда мы узнали, мы знаем, что вот здесь у нас находится источник света, мы знаем, что он лежит внутри BSDF-ки, но еще один, может быть, момент. На пути между этим источником света и вот этой точкой может быть какой-то другой объект, который, по сути, перекроет свет от этого источника, и и этот источник не будет вклад никакой вносить. И вот на этом отрезке тоже надо произвести трассировку луча и проверить, не пересекается ли он с какой-то геометрией. Соответственно, чтобы лишний раз не делать вот эту проверку, если мы знаем, что в этом направлении там BSDF будет равна нулю, то нет смысла никакой трассировки делать, все равно ничего не будет видно, что делать и что нет. И мы таким образом получаем вклад от всех источников света, которые освещают эту поверхность, помимо
других объектов вот именно в отражении. Но вот для того, чтобы понять, что происходит с отражениями, там вот, да, генерируется вектор, мы в этом направлении трассируем луч, и вот здесь ситуация повторяется ровно та же самая, которая вот только что была. Только вот этот луч, который мы трассируем, это тот же самый луч, ну, по сути, который вот был вот здесь. То есть вот для вот этого шейдера, который вот здесь запустился, ситуация такая же, как и для этого. Он думает, что вот там камера на него смотрит. Ну, то есть отсюда смотрит наблюдатель, и здесь эту поверхность тоже надо как-то осветить. То есть все ровно то же самое происходит. Вот с теми же параметрами запускаю. То есть вот это вот, если это был вектор И наш на рендере, то для этого шейдера вектор И будет вот этот. Ну, собственно, количество этих переотражений — это Ray Trace Limit. То, что мы крутим, да, количество рефлектов, рефрактов. Это вот глубина, сколько раз мы будем переотражать от поверхности. Вот. Ну и сам вот этот весь процесс, который происходит, вот именно уже запуск шейдеров, вызов этих всех лайтов, называется интегратор. Наверное, ну, может быть, какие-то есть разные виды этих интеграторов. В мантре конкретно мы этим управлять не можем, а там в каких-нибудь блендерах там их можно варьировать и включать разные алгоритмы. Ну, там они в зависимости от оптимизации по-разному считают. Но суть в том, что при этом шейдера возвращают все то же самое. То есть как бы от шейдера главная задача вернуть не цвет поверхности, а вернуть характеристику поверхности, то есть с помощью вот этой BSDF-ки. То есть насколько она там шероховатая, насколько она там блестящая и так далее. Так. Собственно, что, пример? Пример какой-то простейший собрать, да? Да, давай, ну вот этот шарик соберем. Давай. Ну, только без subsurface. Вот на этот шарик мы, когда смотрим, мы можем констатировать, что у него есть какая-то явно диффузная светотеневой переход. Ну, при таком рассеянном освещении это не очень очевидно. Если сбоку посветить, посвети сбоку. Ну, он будет просвечивать. Да? Конкретно этот шарик. Ну, было бы прикольнее всего такой шарик какой-нибудь бильярдный. На самом деле вот здесь вот есть блик, мы можем его тоже учить. То есть вот, допустим, вот мы светим на вот этот шарик. То есть вот у него есть диффузная составляющая, а есть, ну вот в самом центре, самое яркое пятно, это как раз блик прямой. То есть он уже сложен составной, этот шарик. И вот тут как раз можно скомбинировать его с помощью... Соответственно, мы можем такую более сложную шейдинг-модель получить суперпозиции нескольких более простых. То есть они у нас, кстати, здесь все где-то... вот у нас. Собственно, вот все BSDF-ки, они вот шейдинг, да. в секции, да, здесь находятся. И видно, что здесь есть диффузная, emission, SSS, reflection, refraction, там всякие... Ну, emission — это такая фейковая BSDF, на самом деле она все то же самое. Ну, да. В общем, можем сделать диффуз, подать его, например, на выход. Соответственно, здесь мы можем домножить. Ну, на самом деле, здесь уже предусмотрено вот этот color, это, я так понимаю, там внутри домножается, да, на домножается. цвет. То есть это что здесь, что можно снаружи домножать. Вот. И дальше, если мы хотим как-то это усложнить, можем использовать еще какую-нибудь BSDF-ку. Что нам тут? Ну, GGX, например. Ну, PBR Glass это у них теперь называется. PBR Glass? Да, ну это родная. Только рефракт убери на 0. Рефракт. Да, и просто их можно сложить. Ну, диффуза просто очень много, поэтому... На самом деле тут всего много сейчас. То есть вот, смотрите, тут можно просто в голове держать этот момент. По умолчанию, когда вот здесь вот единицы стоят, обычно имеется в виду, что альбедо возвращаемой BSDF-ки равно единице. Если мы знаем, что мы здесь ни на что не домножали, и здесь ни на что не домножали, а здесь просто сложили, то альбедо получается равное двойке. Мы уже нарушаем физическую корректность. То есть у нас прилетело 100 фотонов, а отразилось 200. Поэтому нужно их, ну, то есть либо вручную вот так вот масштабировать, либо, ну, для родных шейдеров это не подойдет, но используя наши шейдеры, можно использовать Energy Conserve ноду, она нормально будет работать. Ну, то есть убирая лишнее альбедо, если оно превышено случайным образом.
BSDF, она внутри себя еще должна возвращать правильное альбедо. Проблема в том, что в их реализации они возвращают альбедо неправильно. Они возвращают его чаще всего выше, чем оно реальное. И из-за этого шейдера будут очень темные просто. В микрофон говори, пожалуйста. Вот эти коэффициенты надо вручную выставлять таким образом, чтобы они в сумме давали единицу или какой-то другой. Не превышали единицу. Ну, то есть у нас там, например, диффуз 0,3 Если- и если- глаз 0,7. Ну, например. Примерно. Да. Но у глаза обычно, когда он с френелем, как правило, там и так уже альбедо невысокий. А вот где правильно, ну, как определить эти значения, которые ставить, например, Ну, делом? Ну, есть таблицы значений. да, какие можно вы знаете. по таблице смотреть. Можно сделать такую тестовую сцену, в которой мы можем проверить, что наша альбедо не превышает. Это такая, ну, для проверки шейдеров, когда пишут вот эти модели, используют такую технику. Это берут сферу и environment light, который со всех сторон возвращает белый свет. И тут важно вот render light geometry, чтобы мы видели этот белый свет. Еще один момент. Нужно, ну, если не сфера, а что-то более сложное, нужно выключить еще тень. Ну, здесь сейчас разницы не будет, можно ее оставить. Значит, так, тогда уберем. Что не должно тут происходить? Не должно быть значений ярче, чем фон на этой BSDF-ке. Потому что, ну, допустим, если вернуться в исходную величину, когда у нас это превышало, вот так, то у нас, вот посмотрите на край этой сферы, видите, он ярче, чем значение фона. Это как раз и означает, что света приходит 100%, а отражается больше. Ну, то есть можно тоже Равное значение может быть? Это равное корректно? значение может быть, да. Это физически корректно. вот. Это, ну, скажем так, не сильно нарушает законы физики, но обычно в жизни нет материалов, которые прям 100% света отражают. Все равно какую-то часть света они переводят в тепловую энергию, как минимум, поглощают. То есть обычно, ну вот у меня есть таблеточка там, материала в природе, который называется спектралон, у которого есть уникальная характеристика. Он отражает 99,9% света, который на него приходит. То есть практически не поглощает. То есть практически идеальный белый, то есть белее, чем этот материал, именно диффузный по характеристике, в природе не существует. То есть, в принципе, его можно использовать как эталон, сравнивая там, с другими материалами. То есть, если его, допустим, положить рядом с вот этим белым шариком, он будет белее выглядеть, чем этот белый шарик. Ну, то есть, если мы их сфоткаем вместе потом, да, мы сможем вычислить... Да, мы сможем разделить одно значение на другое и получить альбедо альбедо шарик, шарика. например. Ну, такое приблизительное тоже, потому что у шарика, у этого характеристика не диффузная, а все-таки там есть частично и блик, и subsurface, там и чего только нет в нем. То есть, если прям в детали смотреть, в нюансы, чтобы передать, что он пенопластовый, а не гипсовый, то там как бы нужно будет учитывать и большие мелочи. Вопрос по поводу диффуза. Он же, В микрофон. как ты сказал, распределяется по полусфере. В микрофон. По полусфере, а зачем там рафнес еще есть? То есть его еще больше можно... Как он работает? Дело в том, что просто диффуз, который принято, скажем так, есть ламбертный диффуз. Вот ламбертный, он как бы ровный и константный во всех направлениях. Но в жизни, опять же, шероховатые поверхности, как это, в принципе, было видно вот на той схеме, которая симулировала, не получается поверхности, которые вот так определяют. Собственно, это видно на примере, например, такой шероховатой поверхности и довольно, ну, как бы совсем не блестящей, как Луна. Вот вы когда на Луну смотрите, мы же не видим там каких-то больших, ну, переходов вот этих светотеневых. Потому что она реагирует на свет немножко по-другому. И для этого вот сделана была модель Оран-Наяр, микрополигональная, ну, или как-то микрофасетная, которая, ну, то есть вот когда значение рафнеса диффуза 0, это Ламберт модель, которая константная. Когда значение единица, это вот значение вот этот Оран-Наяр, который ближе похож как
для шероховатых поверхностей, как, например, Луна, у них особенность заключается в том, что из-за того, что много каких-то вот таких вот неровностей, очень большое количество света, которое падает, отражается в направлении источника. Эта характеристика называется ретрорефлективностью материала, когда свет отражается ровно в том направлении, с которого пришел. Самый яркий пример прям исключительно ретрорефлективного материала — это там дорожные знаки или вот световозвращающие куртки, жилеты там у гаишников. А когда речь идет о шероховатых поверхностях, таких типа Луны, там свет все-таки рассеивается довольно сильно, но много его отражается в нашем направлении. И вот это как раз там свойство получается такое, что, на самом деле я здесь не совсем правильно нарисовал, там шероховатость скорее вот такого характера. И свет, который приходит под углом, отражается как раз вот сюда. А свет, который приходит вот под таким углом, он как бы больше рассеивается. Ввиду каких-то там величин. И получается, что тот свет, который ближе к контуру, когда мы светим отсюда, он должен быть темнее для ламбертной поверхности, потому что он падает под углом. Но из-за того, что большая его часть отражается в направлении наблюдателя, он, наоборот, светлеет. Это не совсем типа Френеля. То есть эффект светящегося такого... Но он светиться в результате не начинает, он просто выравнивает эту светотеневую границу, но только тогда, когда мы смотрим с направления источника света. А когда мы не с направления источника света, наоборот, материал кажется темнее, потому что свет как бы отражается в направлении источника света, а не нам в глаз. Собственно, это как раз и описывает то, что BSDF-ок много, они разные, и мы, как правило, желательно понимать каждая из них, что имитирует, какие приблизительно она вот эти вот лепестки формирует, и каким образом нам надо комбинировать их, чтобы добиться желаемого результата. То есть как мы можем декомпозировать нашу поверхность, которую мы хотим добиться, на какие простые элементы разбить и с чего собрать, чтобы получить тот эффект, который мы видим в реальной жизни на реальном объекте. Миша, можешь еще рассказать про диффузную модель, там, где IOR указывается вместо рафнеса? Это скорее костыль, поэтому сейчас не надо. Это связано, когда мы несколько слоев, это на диффузии я сделал, там Френель диффуз называется. Еще IOR там указывается. Это когда поверх какой-то диффузной поверхности лежит слой лака. И свет как бы этой диффузной поверхности не должен достаться. По идее, это должно быть реализовано несколько в другом месте. Но я думаю, что это уже мы же будем еще собирать какие-то материалы. Да, я думаю, что это мы позднее, наверное, разберем. Попозже это обсудить да. еще. Все тогда, всем спасибо. Спасибо. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Да.